В наших космических путешествиях мы обычно стараемся держаться подальше от черных дыр. Объяснить это несложно. Монстры притягивают своей гравитацией и пожирают все, что попадется на пути. Недавно астрономы из Королевского университета в Белфасте наблюдали, как сверхмассивная черная дыра разорвала звезду и использовала ее энергию, чтобы тут же убить второе светило. Удачный выстрел дуплетом. Впрочем, что там звезды? Черные дыры расправляются и с более крупными объектами. Ученые из Кембриджского университета заметили, как огромный монстр морит голодом свою галактику. Он не дает формироваться звездам, засасывая нужное топливо и материю. Черные дыры можно было бы назвать абсолютным злом, но некоторые небесные тела явно будут с этим не согласны. Они отлично уживаются с этими монстрами и, похоже, не ищут лучших соседей. Черные дыры способны их обогреть, наполнить энергией, защитить от космических опасностей, а галактикам даже помогают зажигать новые звезды. Как удается приручить самых опасных обитателей Вселенной? Давайте отправимся в космическое путешествие и спросим у их соседей, которые миллиарды лет успешно тусят вокруг черных дыр. Конечно, трудно представить гравитационных монстров Вселенной, склонными к добрососедству и созиданию. Черная дыра — огромное количество материи в очень маленькой упаковке. Это как втиснуть звезду в 10 раз больше Солнца внутрь области размером с Нью-Йорк. Получается массивная, компактная и плотная яма с такой гравитацией, что оттуда не сможет вырваться даже свет. В столь безумной концентрации вещества и кроется неимоверная сила черных дыр. Благодаря этому монстры легко, как орешки, разгрызают своей гравитацией и пожирают любые звезды, даже самые огромные. Когда они захватывают своей гравитацией какое-то небесное тело, то растягивают его до состояния спагетти. Итальянская кухня по-космически. Всеядные хищницы в поисках сытного обеда нападают даже на добычу, которая, казалось бы, им не по зубам. Один из гигантов в миллиард раз больше Солнца поймал в свою гравитационную паутину сразу 6 галактик, чтобы устроить настоящий пир. Для этого космический паук раскинул по Вселенной сети, превышающие размером Млечный Путь в 300 раз. Черные дыры не брезгуют каннибализмом. Прямо сейчас 2 далеких огромных монстра вращаются буквально вплотную друг к другу. В будущем больший притянет своей гравитацией и проглотит соседа поменьше. Ученые узнают о подобных катастрофах благодаря гигантским гравитационным волнам, которые возникают вследствие столкновений в космосе черных дыр. Обсерватории Лиго, Вирго и Кагра позволяют изучить эти возмущения, получив сведения об орбитах черных дыр перед катастрофой и причиной их столкновений. Итоги исследований гравитационных волн поразили ученых огромным количеством слияний черных дыр звездной величины. Выяснилось, что такие пары перед столкновением выходят на орбиты, далекие от круговых. Они движутся по достаточно эксцентричному пути, раскачиваясь и вибрируя. Ученые сравнивают их поведение с танцами. А что насчет неимоверных гигантов, сверхмассивных черных дыр, которые заседают в центрах галактик, пока ни один акт каннибализма среди них напрямую не зафиксирован? Однако на это указывают многочисленные модели ученых. Злодеяния дыр можно еще долго перечислять, но чтобы они могли ужиться хоть с каким-то небесным телом, на фоне таких жестоких проделок монстров это кажется фантастикой. Впрочем, некоторые звезды считают, что черные дыры способны стать очень хорошими и даже полезными соседками. Нужно только найти к ним правильный подход. Самые отважные светила в нашей галактике смогли это сделать, вплотную подобравшись к сверхмассивной черной дыре Стрелец-А со звездочкой. Окрестности резиденции монстра в центре Млечного Пути считаются очень неспокойным и опасным местом. Чудовищная дыра провоцирует жуткий хаос, перемешивая, сталкивая и даже заглатывая небесные тела. Еще она заливает все вокруг жестким рентгеновским, ультрафиолетовым и другими видами излучения. Подобные условия препятствуют образованию звезд, а затем их развитию.
Какие светила сумели приспособиться к такому суперэкстриму? Очень близко к Стрельцу А со звездочкой собрались на яркую тусовку более 100 звезд, образовав так называемое S-скопление. У этих светил разная масса, но все они со спринтерской скоростью мчатся по небу. S4716, согласно новому исследованию, среди них чемпион. Звезда крутится по орбите как волчок со скоростью 8000 км в секунду, совершая полный оборот вокруг черной дыры всего за 4 года. Это примерно 2,7% скорости света. Спринтера обнаружили ученые из университетов Кёльна и Масарика в Брно. Он оказался бело-голубой звездой, массой и светимостью в несколько раз больше солнечной. Астрономы выяснили это благодаря наблюдениям с помощью 5 наземных телескопов. Трудно было найти столь быструю звезду на небольшом расстоянии от черной дыры. По словам ученых, дело также сильно осложняла другая звезда под названием S2. Представьте, что в кинотеатре зритель на переднем месте заслоняет вам экран. То же самое проделывает S2. Она часто перекрывает собой центр галактики, и астрономы плохо видят, что там происходит. Но иногда звезда не мешает просмотру, и в одно из таких окон астрономам удалось рассмотреть S4716. Они выяснили, что звезда находится очень близко от черной дыры, на расстоянии примерно 100 астрономических единиц, то есть всего в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. Для сравнения, Нептун расположен примерно в 30 астрономических единицах от нашей звезды и делает полный оборот вокруг нее за 164 года. Благодаря изучению S4716 ученые больше узнали о жизни звезд буквально на пороге у черной дыры. Однако это место нельзя назвать их родиной. Астрономы пришли к выводу, что светила не могут формироваться так близко к дыре. Скорее всего, они появляются дальше от Стрельца А со звездочкой, а затем приближаются к нему под воздействием других звезд и объектов S-скопления. Хотя все может происходить иначе. Долгое время ученые предполагали, что только старые звезды способны существовать за счет динамического трения вблизи сверхмассивной черной дыры. Но затем рядом со Стрельцом А со звездочкой были обнаружены очень молодые звезды. До сих пор не ясно, как они туда попали и где сформировались. Это явление исследователи назвали парадоксом молодости. Юное светило X3A, которое обнаружили исследователи Института астрофизики Кёльнского университета, входит в эту команду экстремалов. Возраст звезды составляет всего несколько десятков тысяч лет. Возможно, она возникла в пылевом облаке, вращающемся вокруг гигантской черной дыры, а на свою текущую орбиту вышла лишь после формирования. Причем молодая любительница острых ощущений отлично прижилась в том опасном регионе и даже каким-то образом сумела поживиться хорошей порцией материи. X3A выросла в 10 раз больше и в 15 раз тяжелее нашего Солнца. Но как ей удалось стащить столько пищи из-под носа черной дыры? Оказывается, на расстоянии в несколько световых лет от Стрельца А со звездочкой существует область активного звездообразования. Она представляет собой плотное прохладное кольцо из газа и пыли, куда почти не проникает радиация дыры. Эта структура обладает огромной массой в сотни солнечных. В ней образовались горячие островки материи, которые X3A, возможно, использовала для формирования. Но это один из возможных вариантов. У ученых были сомнения насчет возраста X3A. Уж очень большую массу она набрала для подростка. Однако затем была обнаружена компактная околозвездная оболочка, вращающаяся вокруг X3A. Таким образом, юность звезды была полностью подтверждена, а газопылевое кольцо окончательно признано местом рождения молодых светил, несмотря на близость черной дыры Стрелец А со звездочкой. Да, в молодости можно осилить многое, даже как X3A покорить своим ярким светом, горячим нравом и активностью черную дыру. Но вот мертвые светила, могут ли существовать звездные кладбища у черных дыр? Сделайте ставку. И если вы выбрали положительный ответ, то выиграли. Телескоп НАСА
NuStar недавно подтвердил существование пульсара PSR J1745-2900 рядом со Стрельцом А со звездочкой. Их разделяет всего 0,33 светового года. И со звездой, несмотря на такую близость к монстру, ничего катастрофического до сих пор не произошло. Пульсары являются разновидностью нейтронных звезд, мертвых ядер, оставшихся после взрыва сверхновыми огромных звезд в конце их жизни. Материя спрессована в них с невероятной силой. Одна чайная ложка вещества нейтронной звезды весит примерно 1 миллиард тонн, а пульсары, к тому же, еще сильно намагничены и чрезвычайно быстро вращаются. Но это еще не все. Пульсар у черной дыры оказался редкой разновидностью — магнитаром. Из более чем 2600 пульсаров, известных сейчас астрономам, лишь 31 считается магнитаром или кандидатом в подобные звезды. Эти светила отличаются особо сильным магнитным полем в сотни миллионов раз превышающих по интенсивности земное. Магнитары вращаются медленно по сравнению с нейтронными звездами и тем более быстрыми пульсарами, а питаются они от своих затухающих сверхсильных магнитных полей. Открытие PSR J1745-2900 натолкнуло ученых на мысль, что среда возле Стрельца А со звездочкой достаточно благоприятна для образования магнитаров. Они пришли к выводу, что в центре Млечного Пути должно находиться огромное количество таких намагниченных звезд. Однако эти светила еще предстоит найти, и астрономы прочесывают полный пыли и газа центр галактики. Они рассчитывают в конце концов натолкнуться на целую компанию магнитаров, которые не боятся риска и живут возле черной дыры. Но вот двойная система звезд, как считалось, не в силах выдержать соседство с монстром. Двойная звезда — это пара солнц, которые гравитационно связаны и вращаются вокруг общего центра масс. Экстремальные условия вокруг сверхмассивных черных дыр должны быстро разрушать такие пары, даже если им удастся сформироваться. Однако оказалось, что в космосе подобные любительницы экстрима все-таки существуют. Недавно впервые обнаружена двойная звездная система вблизи Стрельца А со звездочкой. К черной дыре в центре нашей галактики пристроилась бинарная звезда DE9 возрастом 2 миллиарда 700 миллионов лет. Масса ее компонентов составляет не менее 2,8 и 0,7 солнечной. Впрочем, ученые по-прежнему предполагают, что система не просуществует долго, звезды сольются. И, вероятно, все самое интересное после этого только начнется. Звезды сформируют один из самых загадочных объектов космоса под названием G, которые в большом количестве обнаружены вокруг Стрельца А со звездочкой. Подобные объекты — настоящие феномены, недаром им присвоен отдельный класс. Сначала астрономы решили, что они представляют собой газовые облака размером 100 астрономических единиц в поперечнике. Такие сгустки тумана со спектрами излучения газа и пыли растягиваются по мере приближения к черной дыре. Однако G вовсе не вели себя как газовые облака. Эти незнакомцы во многом повторяли поведение звезд, поставив исследователей в тупик. Ситуация начала проясняться после длительных наблюдений за одним из подобных объектов. Это G2, которому буквально на глазах у астрономов удалось выйти неповрежденным из ближайшей к черной дыре точки орбиты. Во время максимального сближения объект оставил странную подпись. Когда он приблизился к черной дыре, то растянулся как спагетти. G2 потерял внешнюю оболочку, и большая часть его газа оказалась разорванной на части. Казалось бы, объекту пришел конец, но не тут-то было. Куски незнакомца, как в фильме ужасов, начали вновь сползаться в единое целое, и вскоре он принял свой первоначальный компактный вид. Из этого ученые сделали важные выводы. Ранее считалось, что G2 представляет собой облако газообразного водорода, которое должно было бы разорваться на части и быть поглощено Стрельцом А со звездочкой. При этом еще послужить фейерверком, который в виде части материи объекта черная дыра выпустит в небо из своего нутра. На самом деле никакой катастрофы не произошло.
Вероятно, нечто удерживает G2 в компактном виде, позволяя вновь и вновь возрождаться после распада из-за приближения к черной дыре. По мнению калифорнийских астрономов, это свидетельствует о наличии звездной системы внутри G2. Исследователи полагают, что тайну объекта могут раскрыть массивные двойные звезды типа D9. Большую часть времени компаньонки проводят в заперти общей орбиты, однако порой могут сталкиваться друг с другом, образуя одну большую звезду. Этот процесс сопровождается созданием огромного облака пыли и газа. Оно окружает новую звезду примерно через 1 миллион лет после столкновения, образуя объект G. Словом, астрономы находят все новые светила, которые предпочитают быть соседями черных дыр. Одно из них особо отличилось. Звезда не поленилась преодолеть расстояние в тысячи световых лет, чтобы оказаться в опасных объятиях монстра. Мощная гравитация черной дыры, как мы говорили, делает основную часть окружающего космоса непригодным для формирования звезд. Это значит, что они переезжают к ней поближе из других регионов Млечного Пути и даже галактик. Светило S06 — первое из дальних переселенцев, которое попало в поле зрения астрономов. Звезда преодолела примерно 50 тысяч световых лет, чтобы оказаться ближе к черной дыре Млечного Пути. Она обосновалась на расстоянии всего в 0,04 светового года от Стрельца А со звездочкой. Ученые выяснили, что ее возраст составляет примерно 10 миллиардов лет. Химический состав S06 роднит ее со всеми светилами соседних с Млечным Путем небольших галактик, таких как Малое Магелланово облако и карликовая галактика Стрельца. Авторы исследования пришли к выводу, что эта звезда изначально появилась в ныне несуществующей маленькой галактике, которую поглотил Млечный Путь. Но как S06 смогла перебраться так далеко? Скорее всего, она просто срезала путь и приблизилась к черной дыре не по прямой, а по спирали. Впрочем, это лишь первоначальное предположение. Ученые хотят провести дополнительные наблюдения и точно убедиться в том, что эта блуждающая звезда родилась действительно в другой галактике. Также астрономам важно понять, сколько еще звезд, которые зажглись не в Млечном Пути, соседствуют со Стрельцом А со звездочкой. Тем временем удалось выяснить, что вне нашей галактики тесная компания небесных тел собралась по соседству с черной дырой. Правда, не для всех участников тусовка хорошо закончится. Черная дыра, по мнению ученых, рано или поздно все испортит. Захватывающую историю об этом рассказали астрономы Массачусетского технологического института. Они впервые обнаружили 3 объекта, гравитационно связанные с черной дырой в системе V404 «Лебедя» на расстоянии 8000 световых лет от Земли. В компанию, которую заметили астрономы, входят черная дыра, звезда и третий, наиболее обособленный объект. Он расположен настолько далеко от первых двух, что делает оборот вокруг черной дыры, центра триады, раз в 70 тысяч земных лет. Познакомиться с ним поближе и определить его природу астрономам пока не удалось. Возможно, это звезда, черная дыра или нечто другое, но ясно одно. Объект хорошо себя обезопасил, выбрав место на почтительном расстоянии от черной дыры. Другое дело — звезда этой странной системы, которая в половину меньше Солнца. По подсчетам ученых, небольшое светило оборачивается вокруг черной дыры всего за 6,5 земных дней. То есть оно находится очень близко к монстру и тем самым подвергает себя мощным гравитационным атакам с его стороны. Черная дыра постепенно притягивает материю светила. Когда вещества накапливается много, то оно по спирали падает внутрь монстра. Но часть добычи он изрыгает в виде ярких горячих струй. Тогда ученые видят вспышку в этой системе. Материя скапливается вокруг черной дыры в течение 2-3 десятилетий, и тогда происходит выброс. В 2016 году это яркое шоу можно было наблюдать с Земли даже в любительские телескопы. Впрочем, привычка черных дыр разрывать звезды на части и пожирать их останки нам давно известна.
Однако лишь недавно выяснилось, что черные дыры обладают волшебной способностью оживлять умирающие Солнца. Во всяком случае, именно такой вывод на основании своей математической модели сделали астрофизики из Южной Каролины. Их исследование показало, что черные дыры могут реанимировать белых карликов, ядра потухших в конце своей жизни звезд примерно солнечной массы. Термоядерные реакции внутри белых карликов уже закончились, но черные дыры возрождают эти процессы внутри маленьких соседей. Как все происходит? Гравитация монстра одновременно сжимает и растягивает звезду в разных направлениях. Это колоссальное давление может заново, пусть и ненадолго, запустить в звездном ядре термоядерный процесс. Но существует одна серьезная загвоздка. Для оживления белых карликов требуется монстр средней массы, только вот подобные черные дыры в космосе пока не обнаружены. Во Вселенной их пока известны два типа. Первые образуются в результате гравитационного коллапса умирающей звезды. Их называют черными дырами звездных масс. Это относительно небольшие объекты, примерно в 100 раз тяжелее Солнца. Кроме того, есть супермассивные черные дыры, которые тяжелее нашего Солнца в сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды раз. Например, масса Стрельца А со звездочкой превышает солнечную примерно в 4 миллиона раз. Теоретически должен существовать и третий тип, где-то посередине между этими двумя. Как раз такие дыры до сих пор скрываются от астрономов. Первый перспективный кандидат появился совсем недавно, но его статус еще нужно подтвердить. Открытие астрофизиков из Южной Каролины может означать, что черные дыры средней массы, вероятно, удастся отследить по предсмертным вспышкам белых карликов. Впрочем, короткое реанимирование белых карликов — лишь легкая забава для черных дыр. Некоторые из них по-взрослому зажигают звезды. В данном направлении, например, усердно работает черная дыра в сердце карликовой галактики Хенис 2.10. Она находится в 30 миллионов световых лет от нас, в южном созвездии Компас. Это очень красивый объект с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками без видимых спиральных рукавов. Однако галактика чрезвычайно маленькая и содержит всего 1/10 от числа звезд Млечного Пути. Сверхмассивная черная дыра в центре Хенис 2.10 тоже относительно небольшая. Космический телескоп Хаббл предоставил очень четкую картину связи между дырой и соседней областью звездообразования, расположенной в 230 световых годах от нее. Вот так, по гипотезе астрофизиков, возникли эти невероятные звездные ясли. Несколько миллионов лет назад горячий газ из черной дыры врезался в плотное облако звездообразования на скорости около 1,5 миллиона километров в час. Этот выброс рассеялся вокруг, как вода из шланга при ударе о кучу грязи. Теперь скопления молодых звезд выровнены перпендикулярно источению, показывая путь его распространения. Ученые считают это редким явлением. Обычно газовые облака, попавшие на путь струй, чересчур разогреваются и перестают зажигать звезды. Но в случае с менее массивной черной дырой в Хенис 2.10 и ее слабыми выбросами газ оказался разогрет именно настолько, чтобы ускорить образование новых звезд. Сами черные дыры тоже могут держаться парами. Это, наверное, самые жуткие союзы, которые только возможны во Вселенной. Но мы во время космического путешествия, конечно, не повернем назад и посмотрим на них поближе. Одну тесную компанию под названием UGC 4211 астрономы обнаружили в 500 миллионах световых лет от нас. Там две черные дыры находятся на расстоянии всего в 750 световых лет друг от друга. Увидеть их удалось с помощью наземных обсерваторий, а также данных космического телескопа Хаббл. Обе сверхмассивные черные дыры продолжают расти, и астрономы связывают это в том числе со слиянием их массивных галактик. Процесс создает благоприятные условия для увеличения монстров. При сближении галактик потоки вещества легче преодолевают угловой момент, и черным дырам проще их поглощать. В то же время, несмотря на подобную близость,
Не стоит ждать скорого слияния двух гравитационных монстров. Оно произойдет не ранее, чем через несколько сотен миллионов лет. Поскольку слияние галактик происходит регулярно, по всей видимости, во Вселенной существует большое количество еще более тесных пар черных дыр. Но пока ни одна из них не сравнится с союзом двух черных дыр, которые находятся в ядре эллиптической галактики B2-0402 плюс 379. Объект удален от нас на 750 миллионов световых лет. Ученые иногда в шутку называют его ископаемым, оставшимся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, несколько галактик слились в одну, образовав B2-0402 плюс 379, а мега-сверхмассивные черные дыры создали пару в новом объекте. Данные телескопа Gemini North на Гавайях позволили взвесить сверхмассивные черные дыры в ядре этой галактики. Их общая масса оказалась рекордной – около 28 миллиардов солнечных. Обе дыры – непревзойденные колоссы, а потому пространство-время при их вращении вибрирует и изгибается в разных направлениях. Несмотря на бурную окружающую среду, монстры мирно соседствуют в одной галактике. Они, как предполагают ученые, кружат друг вокруг друга на расстоянии всего в 24 световых года. И это рекордный показатель сближения таких объектов. После исследования супергиганты преподнесли астрономам еще один сюрприз. Оказалось, что их альянс существует примерно 3 миллиарда лет. Обычно компоненты двойной системы намного раньше заканчивают совместные пируэты, слившись в одну сверхмассивную дыру. В данном случае этого не произошло. И, как подозревают ученые, может вообще никогда не случиться. Танец черных дыр будет длиться вечно. В чем причина их бесконечного шоу? Во-первых, черные дыры, скорее всего, поглотили либо вытеснили из окружающего пространства все вещество. Так, пара сохранила значительную часть углового момента и почти не тормозит в орбитальном движении. Во-вторых, каждый из объектов настолько огромный и массивный, что потеря энергии за счет выхода гравитационных волн у него мизерная. У ученых сложилось впечатление, что эта уникальная система вообще обладает максимально высокой стабильностью. Словом, союз на все времена, который наверняка трудно превзойти. Однако недавно астрономы заявили о существовании еще более гармоничных пар, которые даже называют идеальными. В них черные дыры находятся в фиксированном состоянии по отношению друг к другу, несмотря на увеличение границ Вселенной. Их взаимное гравитационное притяжение компенсируется расширением пространства, то есть космологической постоянной. Иными словами, границы Вселенной постоянно раздвигаются, пытаясь растащить партнеров в разные стороны, но их мощная гравитация мешает это сделать. По словам авторов гипотезы, такая сбалансированная пара черных дыр с Земли, скорее всего, будет смотреться как единый объект. Из-за этого возникнет сложность при определении, является ли он одной черной дырой или идеальной парой. Ученые считают, что их теория верна для разных типов монстров, хотя расчеты были проведены только для статичных черных дыр. Но вращающиеся, по мнению авторов исследования, также способны создавать идеальные пары. Во Вселенной даже могут существовать трио и квартеты дыр, которые находятся рядом и не сливаются. Пока некоторые пары дыр действуют в унисон друг другу, мы отправимся посмотреть союзы еще более грозных сил. Это квазары, и невозможно представить, что какое-то отважное небесное тело рискнет с ними сблизиться или объединиться. Квазарами называют активные ядра галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры. Подобные монстры настолько быстрые и энергичные, что создают в своем регионе особую обстановку. Орбитальный газ и пыль вращаются вокруг них с такой скоростью, что излучают свет на всех длинах волн. Магнитное поле мощной черной дыры улавливает частицы этого вращающегося диска и посылает их вдоль своих полюсов. Астрономы видят подобные гигантские струи в радиоволнах и рентгеновских лучах. Их слепящему свету трудно найти аналог в природе,
и, казалось, квазарам суждена блестящая жизнь. На самом деле у этих космических объектов яркая, но короткая судьба. Согласно новому моделированию, слишком активные черные дыры быстро убивают галактики, подавляя в них рождение новых звезд. Может ли какое-то небесное тело выжить в экстремальном союзе с безумно мощными квазарами? Давайте спросим у одних из самых удивительных звезд Вселенной, отправившись к ним в гости. Мы издалека узнаем подобные светила, потому что их окружают загадочные газовые нити. Из-за этого звезды похожи на огромные небесные шары и называются помпонными. Странную форму они получили при взаимодействии с грозными квазарами. Подлетев к ним ближе, мы увидим, как безумная гравитация вблизи сверхмассивной черной дыры квазара искажает пространство-время и создает колебания в межзвездных областях космоса. Мощные струи частиц, пылающими фонтанами, вырываются изнутра монстра. Галактики с помпонными звездами сияют в миллион раз сильнее, чем, скажем, наша соседка Андромеда. Первый раз астрономы увидели эти звезды с помощью 10-метрового оптического телескопа Кека на Гавайях, когда наблюдали мерцание квазара ПКС 13-22-110. Объект находится очень близко к горячей звезде Спика. Позднее исследователи припомнили, что рядом с ярким светилом Вега тоже мигает квазар J1819 плюс 3845. Две горячие звезды, два мерцающих квазара в тесном союзе. Что это? Просто совпадение? Дальнейшие исследования показали, что никакой случайности здесь нет. Команда астрофизиков из Калифорнии пересмотрела более ранние данные о J1819 плюс 3845 и еще одном ярко мерцающем квазаре ПКС 1257-326. Они обнаружили, что последний объект находится недалеко от горячей звезды. Мерцание подобных пар, как показали исследования, вызвано некими загадочными структурами, длинными и тонкими. Команда предполагает, что из каждой раскаленной звезды, которая находится в тесном союзе с квазаром, выходит множество нитей теплого газа. Таинственные структуры образуют нечто вроде помпонов, шарообразных украшений из ниток или пряжи. Эти странные светила находятся в скоплении холодных шаров молекулярного водорода, каждый из которых сопоставим по размеру с Солнечной системой. Такие шары, по мнению исследователей, могут датироваться временем формирования звезд или даже более ранним периодом. Со временем ультрафиолетовое излучение квазара их взрывает. В результате каждый шар образует газовую теплую оболочку и длинные нити, тянущиеся далеко в космос. На этом наше путешествие можно было бы закончить. Мы побывали в гостях у многих небесных тел, которые не боятся соседства с черными дырами. Но у вас нет ощущения, что чего-то все же не хватает? Планеты. Неужели все они обходят монстров далеко стороной? Действительно, на сегодняшний день астрономы не нашли планет возле черных дыр. Однако это не значит, что они не существуют. Но как гравитационные монстры Вселенной хотя бы теоретически могут иметь сопутствующие миры? Ученые выделяют два вида планет возле черных дыр. Давайте сначала осмотрим странные гипотетические объекты, которые называют бланетами. Они, как считается, могут формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр, таких как Стрелец-А со звездочкой. В реальности астрономы пока не нашли ни одной бланеты, и в дальнейшем их наверняка будет невероятно трудно обнаружить. Центр Млечного Пути полон пыли, газа, ярких звезд. Там практически невозможно рассмотреть темные планеты. Однако технологии нового поколения, которые появятся в скором будущем, вероятно, могут найти бланеты, если они существуют. Сколько их может быть? Возможно, что космос просто кишит подобными небесными телами. Сейчас это кажется маловероятным, но вспомним историю космических наблюдений. Не так давно астрономы были шокированы, узнав, что миллиарды планет-изгоев проносятся через Млечный Путь. Ситуация способна повториться и в этот раз. Может оказаться, что огромная свита планет в центре нашей галактики вращается вокруг черной дыры Стрелец-А со звездочкой. Кроме этого, гипотетически могут существовать еще так называемые планеты черных дыр,
Они, в отличие от планет, не образовались вокруг гравитационных монстров, а как бы перешли к ним по наследству. Большинство черных дыр появляются после сверхновой типа 2, когда взрывается звезда как минимум в 8 раз массивнее Солнца. Однако астрономы полагают, что около 30% всех черных дыр могли бы возникнуть без таких взрывов. Эти спокойные монстры, вероятно, образовались после коллапса самых массивных звезд. В пример можно привести гигантскую звезду N6946BH1 из галактики NG696. Космические телескопы Спитцер и Хаббл наблюдали, как этот гигант однажды попросту исчез из их поля зрения, что навело астрономов на мысль о его превращении в черную дыру. Но при поиске планет по соседству с подобными дырами необходимо учитывать временную шкалу. Самые массивные звезды нельзя назвать небесными долгожителями. Чем больше масса, тем больше давление, температура и скорость ядерного синтеза. Звезда с этими высокими показателями, которая невероятно сияет в небе, по космическим меркам моментально сжигает саму себя. Самые массивные и яркие из светил существуют менее 10 миллионов лет. Этого времени едва ли достаточно для того, чтобы планеты сформировались из окружающей туманности. Однако, если планеты успеют образоваться вокруг огромной звезды с коротким циклом жизни, они могут выжить. Было бы заблуждением полагать, что все они тут же исчезнут в черной дыре. Некоторые продолжат вращаться вокруг нее так же, как раньше, вокруг родительской звезды. Астрономы приводят в пример так называемые пульсарные планеты, которых открыли уже 16, поскольку пульсары также образуются после сверхновых типа 1 и типа 2, ни у одного из них после катастрофы не должно остаться планет. Тем не менее, такие объекты существуют. Если пульсары могут иметь планеты, то в теории они должны быть и у черных дыр. Если брать шире, то в рамках Вселенной возле сверхмассивных черных дыр, вероятно, существуют целые планетные системы. В основном это касается активных ядер галактик. Газовые диски вокруг подобных гигантов выбрасывают огромное количество энергии, вызывая скопление вещества и образование тора, фигуры в форме бублика. С течением времени этот протопланетный диск становится настолько плотным, что блокирует интенсивное излучение в некоторых местах вблизи центра черных дыр. То есть теоретически там могут быть области, недоступные излучению, а потому их не испепелит жар аккреционного диска черной дыры. Планеты в подобных местах будут скорее отличаться холодным климатом. Но из чего они могут формироваться? На этот вопрос астрономы уже знают ответ. Они не раз наблюдали вокруг дыр протопланетные диски, которые в миллиард раз массивнее звездных. Из этих дисков и могли родиться целые планетные системы. Американский астрофизик Шон Реймонд решил узнать, как это может выглядеть в космосе. Он провел симуляцию и визуализировал систему из 9 звезд и 550 планет, которые дружной компанией вращаются вокруг черной дыры. По его мнению, такие системы могут иметь колоссальные размеры. Вычисления астрофизика показали, что на расстоянии в 10 световых лет от черной дыры могут формироваться тысячи планет с массой в 10 раз больше земной. Как происходит невероятный процесс рождения планетных систем в условиях мегаэкстрима? Ученые допустили, что пылевые частицы в подобных странных местах покрываются льдом и легче объединяются. На основе этого они смоделировали поведение обледенелой пыли у сверхмассивной черной дыры. Когда размер снежинок в симуляции достиг сантиметра, они стали слипаться в снежки, а затем и в большие образования. Возникло нечто вроде протопланетного облака, которое в какой-то момент потеряло стабильность и разбилось на множество планет, причем в основном намного тяжелее Земли. Планетные системы, по мнению авторов исследования, вероятно, возникнут у черных дыр в активных ядрах галактик типа Млечного Пути, чем в квазарах. Их время формирования будет чрезвычайно длинным и продлится миллиарды лет. Объекты, рожденные в столь необычных условиях, еще предстоит обнаружить. Возможно, для прямых наблюдений здесь подойдут космические рентгеновские интерферометры.
При этом косвенным свидетельством существования протопланетного диска станет изменение спектров в миллиметровом диапазоне. Тем временем астрономы нашли первого кандидата в планеты-спутницы черной дыры. Только это скорее призрак из будущего, существование которого рассчитано учеными. Речь идет об объекте, который когда-то представлял собой небольшую, но фартовую красную звезду из галактики GSN 069. Она пережила сближение со сверхмассивной черной дырой и осталась цела. Хотя без последствий здесь не обошлось, и звезда претерпела первое преображение. История произошла в галактике GSN 069 на расстоянии 250 световых лет от Земли. Черная дыра в ее ядре для сверхмассивных объектов относительно легкая, однако чрезвычайно активная и потому окружена горячим диском из аккреционного материала. Вещество из диска постепенно проникает в черную дыру и увеличивает ее. Чтобы постоянно получать подпитку, дыра срывала верхние слои с красной звезды, содержащие водород. Из-за гравитационного притяжения монстра светило превратилось в маленького тусклого белого карлика, окутанного облаком газа. Это горячее звездное ядро осталось на эллиптической орбите, совершая оборот вокруг черной дыры каждые 9 часов. Астрономам уже известно, что звезда богата гелием, а вот водорода в ней не хватает. Основываясь на этих параметрах, исследователи сделали вывод, что орбита белого карлика слегка колеблется. Это колебание должно повторяться примерно каждые 2 дня. Исходя из величины рентгеновских вспышек, которые зафиксировал телескоп Чандра, также рассчитана масса звезды. Она составляет всего лишь 0,21 солнечной. Это стандартный показатель для белого карлика, но в дальнейшем он, скорее всего, продолжит терять массу из-за влияния черной дыры. Карлик изо всех сил будет пытаться уйти от своего космического мучителя, но спастись не удастся. Черная дыра продолжит пожирать жертву. Все медленнее, но без остановок. Согласно предсказанию астрономов, потеря массы белым карликом и испускание гравитационных волн приведет к увеличению радиуса и закруглению орбиты звезды. Постепенно белый карлик достигнет массы Юпитера и превратится в новый вид планеты, пока неизвестной науке. Жаль только, что это случится не раньше, чем через 1 триллион лет. Огромный срок не только для человечества, но и для Земли, Солнца, нашей галактики Млечный Путь. Мы надеемся, что ученые найдут планету черной дыры значительно раньше. Это будет невероятное открытие, особенно если такой мир окажется обитаемым. Хотя, разве могут живые существа выдержать соседство черных дыр с их потоками смертельного излучения, губительными джетами, расправами над любой материей на своем пути? Могут, и даже будут чувствовать себя очень даже неплохо. Такую гипотезу недавно высказали несколько астрофизиков, независимо друг от друга. Американский ученый Джереми Шнитман проверил возможность выживания на фантастической планете Миллер. В фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар» она вращается вокруг черной дыры Гаргантюа. Ученый предположил, что на расстоянии более 100 световых лет от дыры теоретически существует благоприятная для жизни область. Там смертельные ультрафиолетовые и другие вредные лучи могут быть поглощены черной дырой, и это важный шаг для поддержания жизни. Для планеты черная дыра будет выступать в роли холодного светила. Несмотря на название, большинство черных дыр являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Газ и другая материя, падающие в них, перегреваются и излучают в космос. Но насыщенная черная дыра фактически имеет нулевую температуру, за исключением струйки частиц, высвобождаемых излучением Хокинга. Вот вам и холодное Солнце для планет. Правда, в нашем понимании жизнь прежде всего требует жидкой воды как растворителя для биомеханических реакций. Это возможно лишь при условии умеренной температуры, для чего нужна мощная энергия. Источником для прогрева планеты способно стать реликтовое излучение. Его можно назвать эхом Большого взрыва, которое охватывает всю Вселенную. Правда, средний показатель температуры реликтового излучения не превышает минус 270 градусов Цельсия, но оно может быть теплее при приближении к черной дыре, где искривляется пространство.
Чешские астрофизики подсчитали, что землеподобная планета при этом сможет получать около 900 Вт полезной мощности от своего монстра. Этого хватит для поддержания жизни, но мало для ее зарождения. Жидкой воды на такой планете не будет. Однако физик Ави Лэб из Гарвардского университета обратил внимание, что ранее температура реликтового излучения была выше, чем сейчас. Например, спустя 15 миллионов лет после Большого взрыва она равнялась 27 градусам Цельсия. Этого достаточно для наличия на гипотетической планете жидкой воды и ее обеспечения 130 гигаваттами полезной мощности. Впрочем, последняя величина все равно будет в миллион раз меньше той, что Солнце обеспечивает Землю. Этот минимум тепла теоретически частично способен компенсировать свет далеких звезд. Также в поддержании температуры могут помочь частицы под названием нейтрино, которые, как считается, огромными потоками вылетают из черной дыры. Но надо учесть, что для обитаемой планеты подойдет только очень старый гравитационный монстр. В его окрестностях не будет обломков звезд и других небесных тел, которые угрожали бы существованию экзотической жизни на планете. И кто знает, не окажутся ли когда-то в выигрыше по сравнению с людьми обитатели планеты у черной дыры. В конце жизни Вселенной одна за другой погаснут все звезды, а черные дыры еще долго останутся на своих местах. Они станут последним резервным источником энергии в мироздании. Не придется ли тогда нашим потомкам тоже эмигрировать на планету вокруг черных дыр? Или перегнать Землю поближе к одному из таких монстров? Сложная задача. Хорошо, что это случится не раньше, чем через триллионы лет. У нас есть время найти планеты у черных дыр, совершить к ним космическое путешествие и узнать, как живется под лучами невероятно холодного Солнца. Мы с вами, дорогие зрители, много путешествовали по космосу и знаем, насколько мощными, порой непредсказуемыми могут быть черные дыры. Однако они удивляют нас снова и снова. Недавно в 13 миллионах световых лет от Земли астрономы наблюдали потрясающее зрелище. Галактику Циркуль буквально перерезал фонтан раскаленной плазмы, равного которому еще не видели во Вселенной. Этот гейзер образовала сверхмассивная черная дыра, притаившаяся в центре галактики. Она поглощает только 3% материи и газа своих жертв, выплевывая большую часть в пространство. А в 7,7 миллиардах световых лет от Земли страшная Барби сияет ярче, чем сверхновая. Так астрономы назвали струи газа, которые с бешеной скоростью мчатся по космосу. Эта черная дыра разрывает на куски звезду и запускает пылающие потоки из остатков ужасного пиршества длиною в сотни миллионов световых лет. Астрономы уже не раз фиксировали подобные расправы, ведь не зря черные дыры считаются самыми жуткими монстрами Вселенной. Но что, если мы посмотрим на черные дыры с другой стороны? Они способны миллиарды лет жить совместно со звездами, продлевать их сияние и даже оживлять светила. Как такое может быть? Давайте отправимся в наше очередное космическое путешествие, чтобы больше обо всем узнать. И сразу заглянем на огонек в одно яркое, но довольно жуткое место – к Тасманийскому дьяволу. Так ученые называют событие АТ-2022 ТСД, которое произошло в 4,4 миллиарда световых лет от нас. Однажды небо в том регионе космоса вдруг полыхнуло безумным огнем. По словам ученых, они еще никогда не видели настолько яркого света. А изучив причины явления, были еще больше ошеломлены. В небе засияла мертвая звезда. Она погибла после взрыва сверхновой. Затем в течение некоторого времени вела себя тихо и неприметно, как обычный звездный труп. А потом вдруг вспыхнула по меньшей мере 14 раз в течение 120 дней, превратившись в такое себе очень активное зомби-светило. События зафиксировали в нескольких обсерваториях, в том числе одна с самой продвинутой на сегодняшний день высокоскоростной камерой. Взрывы следовали друг за другом, как будто некая сила выпустила очередь из космического пулемета. Каждый продолжался в течение нескольких минут.
превосходя по яркости своего предшественника. Последние вспышки озарили небо в 100 миллиардов раз ярче Солнца. Ученые называют тасманийского дьявола неизвестным ранее и просто потрясающим астрономическим феноменом. У них уже есть идеи насчет того, какие процессы могли его создать. Авторы нового исследования считают, что появление АТ-2022 ТСД связано с неудавшейся сверхновой. Звезда примерно в 20 раз больше Солнца. Когда у нее закончилось топливо, для поддержания термоядерного синтеза сжалась до значительно меньшего размера. Она превратилась в черную дыру или в нейтронную звезду, но сам взрыв сверхновой не произошел. Теперь черная дыра выпускает в космос струи плазмы, которые разлетаются во все стороны. В том числе она выстреливает яркими джетами в направлении Млечного Пути. Однако явление происходит чересчур далеко от нашей галактики, чтобы нанести ей какой-то вред. Правда, есть и альтернативная теория этому явлению. Ее суть в том, что черная дыра занимается любимым видом космической охоты. Она разрывает своей безумной гравитацией звезду, находящуюся вокруг нее на близкой орбите. Это вполне в характере черных дыр – разносить на куски все, что попадается на пути. Астрономы уже наблюдали, как монстры уничтожают звезды. Однако во всех случаях дыры не выпускали целый залп мощных струй. Эту особенность поведения тасманийского дьявола ученым еще предстоит объяснить. Сейчас исследования в этом направлении проводят физики Оксфордского университета, надеясь получить ответы на важные вопросы космологии. Например, как именно формируются черные дыры, когда умирают массивные звезды, каким образом черные дыры подтягивают к себе и разрушают светила. Недавно они узнали о новом, более изощренном способе охоты космических монстров – миллионы лет паразитирования на звездах. Вернее, внутри них. Как вам настоящий фильм ужасов, когда черная дыра проникает в сердце светила, а затем изнутри, подобно вампиру, высасывает его жизненные силы? Выдающийся английский астрофизик Стивен Хокинг первым высказал предположение о существовании таких невероятных небесных тел. И ученые назвали подобные объекты звездами Хокинга. Черная дыра в сияющей звездной оболочке. Вы скажете, что ситуация полностью фантастическая, но не будем спешить с выводами, а лучше полетим к таким небесным телам и по пути послушаем доводы ученых. Черные дыры у нас обычно ассоциируются с чем-то неизмеримо огромным, как стрелец со звездочкой в центре Млечного Пути. Самые массивные гиганты, шутя, разрывают даже некоторые скопления звезд. Как подобный колосс может проникнуть внутрь звезды, пусть даже очень большой? На самом деле черные дыры очень разные. Астрономы обычно делят их на 3 категории в зависимости от массы – звездные, сверхмассивные и промежуточные. Диапазоны масс, определяющие каждую группу, являются приблизительными, и ученые постоянно пересматривают их границы. Но все они действительно огромные и тяжелые. Недавно космологи предположили, что существует 4-й тип – первичные черные дыры. Они должны были образоваться в первые секунды после зарождения Вселенной. Если гипотеза верна, то с подобными объектами все обстоит несколько иначе. Первичные черные дыры возникли в тот момент, когда в изначально однородном супе пространства уже образовались как бы карманы из горячего материала. Некоторые из них могли быть достаточно плотными, чтобы коллапсировать в черные дыры. Объекты получались очень разнообразными по массе. Большие дыры формировались в 100 тысяч раз более массивными, чем наше Солнце. Но рядом с ними находились и нанодырочки в 100 тысяч раз меньше, чем канцелярская скрепка. Затем, когда Вселенная быстро расширилась и остыла, условия для образования черных дыр этим способом закончились. С тех пор прошло 13,8 миллиарда лет, и космос разительно изменился, пока ученые напрямую не нашли в нем первичные черные дыры. Со временем они могли испариться из-за квантово-механических процессов на краях их горизонтов событий. Согласно теоретическим предсказаниям, объекты с массой меньше горы будут рассеиваться быстрее, чем более крупные.
Это может означать, что от многих ранних дыр уже не осталось и следа. Однако сотрудники Института астрофизики Макса Планка в Германии полагают, что еще существуют маленькие первичные дыры. Обычно их масса не более чем у астероида или карликовой планеты, а размер меньше бейсбольного мяча. Модели ученых показывают, что такие объекты не редкость во Вселенной, и все они передвигаются по космосу на суперскоростях. Если подобный спринтер на всем ходу врежется в звезду, то, скорее всего, как пуля пробьет ее насквозь. Тем не менее, некоторые дыры в моделях показали себя несколько медлительными и отставали от большинства. Эти заторможенные скитальцы при столкновениях вряд ли могли пробиться сквозь звезду и застревали в ее ядре. Трудно представить, что после этого происходило со звездой. Ученые говорят, что последствия зависят от массы и размера дыры. Поначалу практически ничего не менялось. Даже плотное звездное ядро представляет собой по большей части пустое пространство. Микроскопическим черным дырам в подобных условиях трудно найти материю для поглощения, и их рост происходит чрезвычайно медленно. Чтобы съесть звезду такой малютке может потребоваться больше времени, чем будет существовать Вселенная. Но более крупные объекты, массой примерно как астероид Церера или карликовая планета Плутон, могут поедать жертву изнутри более активно. Такие дыры значительно вырастут всего за несколько сотен миллионов лет. Значит ли это, что мы увидим звезды Хокинга изувеченными и перекошенными черными дырами? Ведь даже маленькие монстры представляют собой мощную космическую силу. Микроскопическая черная дыра по расчетам астрофизиков способна сравнять с Землей 2000 квадратных километров леса в Сибири и имитировать адский удар астероида. Однако она не оставит после себя видимых кратеров. Так и звезды Хокинга с крошечными первичными дырами внутри на вид ничем не будут отличаться от обычного светила. Другое дело, если в его центре окажется дыра покрупнее. Когда она вырастет примерно такой же массивной, как Земля, то начнет производить значительное количество радиации. Ядро звезды под ее влиянием будет бурлить, как кипяток, и со временем светилу придется перейти на другое топливо. Оно перестанет работать за счет термоядерного синтеза, начав питаться за счет энергии черной дыры. В этом случае звезде важно не перегреться, в результате сбросив свои покровы в пространство, и она включает собственный кондиционер. Внешние слои светила для охлаждения ядра раздуваются, превращая его в красного гиганта. Мы знаем, что многие звезды, подобные Солнцу, ожидает эта участь после завершения в нем термоядерного синтеза. Но красный гигант с первичной черной дырой в центре будет немного холоднее и краснее, чем обычный. Ученые назвали такие звезды красными отставшими. Спутник Гайя Европейского космического агентства обнаружил около 500 аномально холодных звезд-гигантов, которые стали кандидатами в красные отставшие. Но как подтвердить, что внутри них находятся черные дыры? Для этого астрономы хотят настроиться на определенные частоты вибрации светила. В звезде Хокинга будет вращаться вся ее внутренняя часть, а не только самые верхние слои, как у обычного красного гиганта. В связи с этим ожидается, что она пульсирует с уникальной комбинацией частот. Такие волны ученые надеются засечь с помощью звездной сейсмологии. Наука изучает структуру светил путем исследования их пульсаций. Из этих колебаний можно извлечь информацию о внутренних слоях звезд. Подобным образом сейсмологи исследуют недра Земли по акустическим колебаниям, которые вызывают землетрясения. А пока ученые решают эти вопросы, давайте взглянем на кандидатов в невероятные звезды Хокинга. Где их можно найти? Прежде всего, у астрономов есть веские основания искать звезды Хокинга в шаровых скоплениях и ультратусклых карликовых галактиках. Об этом недавно заявили исследователи из Университета штата Иллинойс в США. Красные отставшие звезды астрономы надеются обнаружить в скоплениях Ходж-301 и SL-639. Также в кандидаты вошла двойная система 2M0056-08, которая состоит из пары красных отставших звезд с орбитальным периодом 33,9 дня. Каждая из них имеет массу примерно в 1,4 солнечной.
Обе звезды, по-видимому, находятся на ранней стадии эволюции красных гигантов, однако холоднее и немного тусклее. Пара невероятно быстро вращается друг вокруг друга и отличается очень высокой магнитной активностью. Еще можно отправиться в созвездие Змееносца к огромному красному светилу М10 ВЛА-1А. Астрофизики высказали мнение, что раньше оно тоже было двумя звездами. Они мирно вращались каждая по своей орбите, пока однажды в систему не затесалась пролетающая мимо черная дыра. Из-за незваной гости оба компонента столкнулись и слились воедино, образовав красную отставшую звезду, а черная дыра оказалась заключена в центре нового объекта. Впрочем, астрофизики не исключают, что черные дыры находятся не только внутри красных отставших звезд. Если они крошечные, то способны проникнуть практически в любое светило, и наше Солнце не исключение. Давайте с помощью ученых представим, что бы произошло в этом случае с нашей звездой. Если бы черная дыра звездной массы поглотила Солнце, то обрекла бы его на быструю смерть. А у человечества осталось бы всего около 8 минут до наступления апокалипсиса. Хорошо, что пока это нам не грозит. Астрономы уверены, что черные дыры в ближайший миллиард лет не представляют опасности для Солнечной системы. Но как насчет далекого прошлого? Вдруг в наши края тогда забрела какая-то маленькая первичная черная дыра, врезалась в Солнце и засела внутри него. Ученые успокаивают, бояться здесь нечего. Если в центре Солнца находится черная дыра такой же массы, как планета Меркурий, мы этого не заметим, и особого вреда она светилу не нанесет. Это связано с огромной диспропорцией масс обоих небесных тел. Такая дыра, наоборот, может подарить Солнцу вторую жизнь. Благодаря ей после смерти наше светило переживет нечто вроде реинкарнации, продолжив снабжать теплом и светом все свои 8 планет. Когда через несколько миллиардов лет запасы водорода в ядре светила исчерпаются, миниатюрная черная дыра теоретически может набрать около 1% массы Солнца. Этого достаточно для перезапуска двигателя звезды на ее энергию. Заменив ядерный синтез новым топливом, Солнце могло бы жить еще несколько миллиардов лет. Но насколько высока вероятность подобного развития событий? У ученых пока нет четкого ответа на данный вопрос. Во многом это зависит от частоты появления в Солнечной системе первичных черных дыр. Астрофизики подсчитали, что если в любой момент времени у нас в гостях находится одна из них, то вероятность ее проникновения в Солнце практически равна нулю. Наличие сотен кандидатов уже является сигналом тревоги в отношении всей этой идеи. Ведь слишком массивная первичная дыра, как мы знаем, способна поглотить нашу звезду изнутри, причем менее чем за 500 миллиарда лет. Конечно, это маленький срок, только в космических масштабах, но для нас же он бесконечен. Но все равно, согласитесь, неприятна сама мысль, что нашу звезду изнутри когда-то сожрет черный монстр. К счастью, этого не произойдет. Ученые уже основательно изучили нашу звезду и утверждают, что внутри Солнца почти наверняка нет черной дыры. Такие выводы они сделали на основании расчетов, данных и использования гелиосейсмологии. Как следует из названия, это наука о солнечных землетрясениях, которые похожи на наши земные, но гораздо сильнее. Убедившись, что с нашим Солнцем все хорошо, давайте совершим еще одну экскурсию в прошлое. Мы отправимся в раннюю Вселенную, где происходили невероятные вещи. Там гигантские звезды сами создавали внутри себя огромные черные дыры и пользовались ими в качестве двигателей. Эти объекты ученые назвали квазизвездами, равных которым по яркости и величине нет в нашем мире. Стивенсон 2.18 – красный сверхгигант в созвездии Щита. Находится на расстоянии примерно в 19 тысяч световых лет от Земли. Он считается самой большой и мощной звездой в нашей галактике. Ее светимость в 437 тысяч раз выше солнечной, а радиус больше в 2150 раз. Наше Солнце и этот гипергигант выглядит просто как шарик для настольного тенниса по сравнению с самым большим мячом. Но точно так же, как Солнце, Стивенсон 2.18 смотрелся бы на фоне какой-нибудь квазизвезды.
Только подобных монстров давно уже нет в нашем небе. Что же это за мегагиганты и куда они делись? Квазизвезда или звезда черной дыры – это гипотетическое, чрезвычайно массивное и яркое светило. На заре мироздания большая часть космоса состояла из водорода и гелия, без примесей тяжелых элементов. Это позволяло протозвездам набирать невероятную массу, но не взрываться сверхновыми, как современные гипергиганты. Когда материя в их ядре сжималась до критических значений, она коллапсировала в черную дыру. В отличие от современных светил, квазизвезды не питались за счет ядерного синтеза. Гиганты использовали энергию материи, которая выделялась при падении материи в черную дыру. Если бы в составе квазизвезд были более тяжелые элементы, они запустили бы термоядерный синтез, и черные дыры не возникали. Выброс энергии дыры из центра квазизвезды противодействовал силе гравитации, создавая равновесие. Процесс подобен тому, как современные звезды удерживают равновесие с помощью термоядерного синтеза. В противном случае безумное излучение черной дыры начало бы выбрасывать в космос ее внешние слои. У квазизвезд атмосфера достаточно массивна, чтобы поглотить образовавшийся всплеск энергии. Квазизвезды также могли образоваться из гало-темной материи, втягивающих огромное количество газа под действием гравитации. Этого невидимого вещества хватило бы для формирования гигантов массой в сотни тысяч солнечных. Никто, конечно, не видел колоссальные звезды далекого прошлого, однако с помощью моделей ученым удалось кое-что о них узнать. Подобные гиганты были в десятки тысяч раз больше Солнца. Их диаметр зачастую составлял более 10 миллиардов километров, что более чем в 7 тысяч раз больше диаметра нашего светила. Поглощая излучение черной дыры, квазизвезды, по расчетам ученых, раскалялись более чем до 10 тысяч градусов Цельсия. Если бы мы могли отправиться в путешествие к такой звезде в прошлое, то увидели бы ее издалека. Монстр сиял бы в небе так же ярко, как целая галактика. По мере того, как квазизвезда со временем остывала, ее внешняя оболочка становилась прозрачной. Предельная температура охлаждения составляла 4000 градусов Цельсия. Затем динамическое равновесие нарушалось, и объект быстро рассеивался. После него оставалась лишь черная дыра промежуточной массы, больше звездной, но меньше сверхмассивной. Предполагается, что черных дыр промежуточной массы во Вселенной значительно меньше, чем других. Поскольку механизмы их формирования не совсем понятны, пока ученые не дают ответ, почему дыр со средней массой так мало. Однако мы можем во время космического путешествия с ними познакомиться. Так, суперяркий источник рентгеновского излучения HLX-1 представляет собой кандидата в черные дыры промежуточной массы. Он расположен в линзовидной галактике ESO 24349, примерно в 290 миллионах световых лет от Земли, и равен приблизительно 20 тысячам солнечных масс. Есть еще один вид гипотетических светил, которые связаны с темой нашего космического путешествия. По сравнению со звездами Хокинга и квазизвездами, эти невероятные небесные тела можно назвать перевертышами. В их сердце нет черной дыры. Они сами живут внутри этих монстров и чувствуют себя прекрасно. Такие звезды выявлены при моделировании физиками Франкфуртского университета и названы гравитационными вакуумными или гравизвездами. Ученые задались вопросом, что происходит с огромным количеством звездной материи и энергии, которые заглатывают черные дыры. Считается, что внутри этих объектов вещество сжимается все больше и больше, а затем превращается в сингулярность, максимально маленькую и плотную точку. Однако парадокс в том, что при подобном сценарии материя не может испаряться обратно, сияя излучением Хокинга. Тогда ученые предположили, что звезды продолжают жить внутри черной дыры, только они состоят из конденсата темной энергии, окруженной оболочкой из обычной материи. Темная энергия помогает этим светилам противостоять безумной гравитации черной дыры. Однако эта модель не объясняла, как оболочки вакуумных звезд могут противостоять давлению самой темной энергии.
Ученым удалось обойти этот момент, разработав новую версию грави-звезды. Она еще более удивительна, поскольку представляет собой некое подобие матрешки из нескольких грави-звезд, вложенных одна в другую. Авторы называют подобный объект Нистаром. Вместо одной оболочки он имеет несколько слоев, которые разделены темной энергией. Нистар показал себя в моделях стабильным объектом, поскольку напряжение темной энергии в нем уравновешено весом оболочек. Мы, конечно, не сможем увидеть эти звезды внутри черной дыры, хотя это было бы самым удивительным зрелищем во Вселенной. Из-за невероятной гравитации черных дыр заглянуть внутрь них невозможно. Так что грави-звезды пока доступны только в симуляциях ученых. К тому же сама версия требует длительных проверок и множества дальнейших исследований. Ученые Франкфуртского университета намерены развивать свою гипотезу. В результате они рассчитывают не только подтвердить существование звезд Нистар, но и найти ответы на важные вопросы гравитационной физики. Невероятные союзы звезд с черными дырами в очередной раз показывают, насколько разнообразен и непредсказуем наш мир. Они открывают перед нами, космическими путешественниками, возможность познакомиться с новыми, невероятными объектами Вселенной. А ученым такие звезды помогают больше узнать, как со временем менялось мироздание и насколько широки его возможности сейчас. Исследователи продолжают составлять модели, чтобы определить последствия попадания черной дыры в звезды различной массы и состава. Также большие надежды в решении этих вопросов они возлагают на обсерватории будущего, такие как Плато. Это орбитальный телескоп нового поколения Европейского космического агентства, который планируется запустить в 2026 году. Благодаря продвинутым камерам и другому оборудованию, зрение Плато будет уникальным. Оно поможет телескопу рассмотреть в небе самые яркие светила. Как раз то, что нужно для поисков звезд Хокинга, квазизвезд, Нистаров и других невероятных диковинок нашего мироздания. Космическое путешествие приветствует вас, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Сегодняшний наш фильм будет посвящен вопросу существования сверхмассивных черных дыр. Вы узнаете, что такое сверхмассивные черные дыры, где они находятся, как их обнаружили, какие из них являются самыми большими и вообще все, что о них известно на сегодняшний день. Также мы постараемся разобраться, как же таким настоящим монстрам удалось зародиться в пугающей далекой тьме. Поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Под черной дырой понимается область пространства-времени, гравитационное поле которой настолько сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от нее на пространственную бесконечность будущего. Самая удаленная область пространства-времени в будущем. Сверхмассивные черные дыры обнаруживались путем исследований центральных областей ядер галактик. Еще в 50-х годах 20 века академик Виктор Амазаспович Амбарцумян обратил внимание на то, что в ядрах некоторых галактик происходят сложные нестационарные процессы. В первой половине 90-х количество открытых сверхмассивных черных дыр начало расти. Массы сверхмассивных черных дыр оценивались по движению пробных тел, звезд, газовых облаков, газовых дисков и тому подобных в их окрестностях. Радиусы сверхмассивных черных дыр в ряде случаев удавалось оценить с применением наблюдательных методов высокого углового разрешения. В настоящее время общепринято, что в ядре практически каждой галактики существует сверхмассивная черная дыра. Кроме того, в ядрах многих галактик наблюдаются массивные звездные скопления, которые в ряде случаев сосуществуют со сверхмассивной черной дырой. Чтобы определить массу сверхмассивной черной дыры, достаточно знать скорость движения пробного тела в ее окрестностях и расстояние от этого тела до черной дыры. Ввиду того, что это расстояние намного больше гравитационного радиуса, то для определения массы черной дыры вполне оправдано применение закона всемирного тяготения. Различают три базовых метода определения масс сверхмассивных черных дыр. Метод разрешенной кинематики, метод эхокартирования, метод, основанный на статистическом анализе движения ансамбля звезд вокруг сверхмассивной черной дыры с применением законов звездной динамики.
Метод разрешенной кинематики применяется, когда удается непосредственно увидеть отдельные пробные тела, двигающиеся в гравитационном поле центральной сверхмассивной черной дыры. Например, в 2020 году за открытие массивного компактного объекта в центре нашей галактики была присуждена Нобелевская премия. Лауреаты этой премии, профессора Генцель и Гесс, наблюдая центр галактики в инфракрасном диапазоне и применяя современные методы повышения углового разрешения телескопа, построили орбиту движения звезды С2 вокруг центральной сверхмассивной черной дыры. Эта звезда принадлежит звездному скоплению, окружающему центральную черную дыру. Применив третий закон Кеплера, авторы дали наиболее надежную и убедительную оценку массы сверхмассивной черной дыры в ядре нашей галактики – около 4 миллионов масс Солнца. Масса Солнца составляет 1,9885 на 10 в 30 степени килограмм или 332 940 масс Земли. Метод разрешенной кинематики применим к наиболее близким галактикам, для которых угловое разрешение современных телескопов достаточно велико, чтобы увидеть индивидуальные пробные тела вблизи центральной сверхмассивной черной дыры. Для далеких галактик применяется метод эхокартирования, в котором расстояние пробного тела от черной дыры и его скорость оцениваются опосредованно. Если ядро галактики является активным и в его оптическом спектре наблюдаются мощные и широкие линии излучения водорода, гелия и других элементов, то, измеряя время запаздывания переменности эмиссионных линий относительно переменности непрерывного спектра, можно оценить характерное расстояние от черной дыры газовых облаков, излучающих в линиях. Поскольку большая ширина эмиссионных линий в спектре активного ядра галактики вызвана движением многих газовых облаков и эффектом Доплера, измеряя ширину линий, можно оценить характерную скорость движения газовых облаков вблизи центральной черной дыры. Зная характерное расстояние газовых облаков от черной дыры и их характерную скорость, можно оценить массу центральной сверхмассивной черной дыры. Методом эхокартирования оценены массы сотен сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. В случае эллиптических галактик, в которых сложно выявить регулярное вращение на фоне больших и регулярных скоростей звезд, применяется метод, основанный на построении зависимости дисперсии скоростей движения звезд от расстояния до центра галактики. Степень нарастания этой дисперсии при приближении к центральной сверхмассивной черной дыре характеризует массу черной дыры, которая оценивается с применением методов звездной динамики. Помимо перечисленных трех базовых методов, существуют более косвенные и, соответственно, менее надежные быстрые методы оценки масс сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, которые применяются для определения масс большего числа сверхмассивных черных дыр и для статистических исследований. Эти методы обычно калибруются с помощью результатов, полученных базовыми методами. Прямые измерения, многие из которых были сделаны с помощью космического телескопа Хаббл, подтверждают наличие более 100 сверхмассивных черных дыр, говорит астрофизик-теоретик Джереми Шнитман из Центра космических полетов имени Годдарда. Однако не все черные дыры имеют такие массы. Поскольку это самые плотные из известных нам объектов во Вселенной, то они настолько компактны, что мы можем только математически описать их как сингулярность, одновременную точку бесконечной плотности. Она настолько велика, что пространство-время искривляется, превращаясь в замкнутую сферу. Внутри этой сферы даже у света нет достаточной скорости, чтобы вырваться наружу. Размеры черной дыры определяются как горизонт событий. Чем массивнее черная дыра, тем больше радиус сферы, определяемый горизонтом событий, радиус Шварцшильда. Например, если бы Солнце было черной дырой, его радиус Шварцшильда составлял бы всего 2,95 километра. Самые маленькие черные дыры примерно в 5 раз больше массы Солнца. Верхний предел черных дыр звездной массы примерно в 65 раз превышает массу Солнца. Объекты со звездной массой, превышающие 65 масс Солнца, могут образовываться при столкновении и слиянии черных дыр. Далее сразу следуют сверхмассивные и ультрамассивные объекты. Диапазон между черными дырами звездной массы и сверхмассивными остается неисследованным.
НАСА попыталась выяснить диапазон сверхмассивных черных дыр. Он начинается с объекта в карликовой галактике под названием J1601 плюс 3113, в которой находится черная дыра массой около 100 тысяч масс Солнца и радиусом Шварцшильда чуть меньше половины размера Солнца. Тень объекта распространяется на пространство вокруг горизонта событий, образуя более темную область примерно в 2 раза больше его размера. О пределах в размерах сверхмассивных черных дыр можно сказать лишь то, что на следующий день самая большая из них имеет массу 10 в 11 степени масс Солнца. Настоящие здоровяки. А сейчас давайте хотя бы немного попытаемся представить себе, какими же могут быть эти объекты, рассмотрев несколько самых интересных, на наш взгляд, примеров. Французский астроном Шарль Месье обнаружил М87 в 1781 году, внеся ее в свой каталог под номером М87, как туманный объект, который мог бы сбить с толку охотников за кометами. Все объекты в этом каталоге имели префикс М, в сокращении от фамилии астронома Месье. Таким образом, туманность получила свое название М87. В 1880-х годах Джон Дрейер внес туманность в свой новый общий каталог как NGC 4486. В 1918 году американский астроном Гебер Кертис из Ликской обсерватории обнаружил отсутствие спиральной структуры у М87 и заметил любопытный прямой луч, видимо, связанный с ядром тонкой линии материи. Луч казался ярче на внутреннем кольце. В следующем году показатель фотографической звездной величины сверхновой в М87 достиг 21,5 метра, хотя об этом стало известно только в 1922 году, после проявки фотопластинок, отснятых советским астрономом Балановским. 8 июня 2009 года астрономы Карл Гепхард и Йенс Томас детализировали результаты своих исследований массы черной дыры в центре галактики М87 на Американской астрономической конференции в Пасадине, Калифорния. Согласно представленным данным, масса черной дыры в 6,4 миллиардов раз больше солнечной. В 2010 году было обнаружено, что черная дыра смещена относительно геометрического центра, определяемого по центру видимой интенсивности излучения, на 22 световых года. А в 2014 году американские ученые обнаружили шаровое скопление HVGC1, удаляющееся от своей родной галактики со скоростью около 900 км в секунду. Черная дыра в центре М87 с массой 6,6 миллиардов солнечных масс пережила несколько вспышек активности в 2003-2007 годах. В 2019 году Международный научный консорциум ЕНТ, используя межконтинентальный радиоинтерферометр из 8 радиотелескопов, работающих на миллиметровых волнах, с максимальной базой 10 тысяч километров, получил с разрешением 2 на 10-5 угловой секунды изображение ближайших окрестностей и тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Масса этой черной дыры составляет 6,5 на 10 в 9 степени масс Солнца, что примерно в 1000 раз больше массы сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Поэтому, хотя галактика М87 удалена от нас на расстоянии в 1000 раз больше, чем центр галактики, условные размеры сверхмассивных черных дыр в центрах нашей галактики и галактики М87 почти совпадают. Галактика М87 удобна для исследований на интерферометре ИНТ тем, что она видна для наблюдения почти плашмя. Угол между плоскостью галактики и картинной плоскостью составляет примерно 17 градусов, в то время как на сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики наблюдатель смотрит, находясь в галактической плоскости. Кроме того, ввиду большой массы черной дыры в центре галактики М87, характерные времена переменности ее излучения сравнительно велики, что позволяет применять большие времена накопления сигнала при радиоинтерферометрических наблюдениях со сверхдлинными базами, которые реализуются на ЕНТ. Согласно общей теории относительности, диаметр тени шварцшильдовской черной дыры в 2,6 раза больше ее удвоенного гравитационного радиуса и в случае галактики М87
составляет 3,8 на 10 в минус пятой степени угловой секунды. Поскольку наблюдаемый диаметр тени совпал с теоретическим, это служит доказательством того, что компактный объект в центре М87 является черной дырой. После дополнительной обработки радиоинтерферометрических наблюдений центра галактики М87 с учетом поляризации радиоизлучения было получено распределение силовых линий магнитного поля в ближайших окрестностях сверхмассивной черной. Галактики не распределены в космосе случайным образом. Благодаря взаимному гравитационному притяжению галактики собираются вместе, образуя скопление. Пространство между галактиками не совсем пустое. По всему скоплению находится очень разреженный газ, который можно обнаружить с помощью рентгеновских наблюдений. Кластер Феникс — так называют скопление галактик, расположенные неподалеку от одноименного созвездия. Оно находится на расстоянии более 5700 миллионов световых лет от Млечного Пути. Скопление Феникса называют одной из самых больших структур, обнаруженных в космическом пространстве. Скопление Феникса было первоначально обнаружено российским астрофизиком Рашидом Сюняевым и другими учеными при использовании телескопом Южного полюса эффекта Сюняева-Зельдовича. Этот эффект характеризует изменение интенсивности радиоизлучения реликтового фона из-за обратного эффекта Камптона, упругого рассеяния фотона заряженной частицей, на горячих электронах межзвездного и межгалактического газа. Если бы этот внутрикластерный газ охладился, он бы конденсировался под действием собственной гравитации, образуя звезды в центре скопления. Однако охлажденный газ и звезды обычно не наблюдаются в сердцах соседних скоплений, что указывает на то, что какой-то механизм должен нагревать внутрикластерный газ и предотвращать звездообразование. Одним из потенциальных кандидатов на роль источника тепла являются струи высокоскоростного газа, ускоряемые сверхмассивной черной дырой в центральной галактике. Радиус космического объединения нескольких галактик более 1 миллиона световых лет, то есть почти в 2 раза больше, чем наша галактика. Самое удивительное, что оно продолжает расти за счет того, что ежегодно рождает новые светила, имеющие массу в 700 раз больше солнечной. Центральная черная дыра кластера Феникс увеличивается очень быстро. Эта черная дыра набирает массу со скоростью примерно 60 масс Солнца в год. В настоящее время ее масса составляет от 20 до 100 миллиардов масс Солнца. Диаметр объекта составляет 118 миллионов километров. Эта цифра почти в 19 раз больше, чем расстояние, разделяющее Плутон и Солнце. Включена ли черная дыра из скопления Феникса в список наиболее массивных черных дыр? Да, но удивительны не столько ее размеры, сколько поведение. Обычно черные дыры выбрасывают в космос такое количество энергии, что межзвездный газ разогревается до предельных температур, препятствующих образованию новых звезд. Но ситуация с черной дырой в кластере Феникс иная. Вся ее энергия уходит на поглощение, поэтому ударные энергетические волны отсутствуют. Межзвездный газ в таких условиях формирует сгустки материи, которые превращаются в молодые звезды. Ученые отмечают, что темпы появления новых светил в кластере Феникса самые высокие во всей Вселенной. Скопление Феникс необычно тем, что в нем есть признаки плотного охлажденного газа и массивного звездообразования вокруг центральной галактики. Возникает вопрос, есть ли в центральной галактике джеты черных дыр? Команда под руководством Такая Акахори из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала телескоп ATCA – Australia Telescope Compact Array, самым высоким на сегодняшний день разрешением для поиска струи черных дыр в скоплении галактик Феникс. Они обнаружили соответствующие структуры, простирающиеся с противоположных сторон центральной галактики. Сравнение с наблюдениями региона, взятыми из архивных данных рентгеновских обсерваторий Чандра, показывает, что структуры, обнаруженные ATCA, соответствуют полостям менее плотного газа. Это значит, что они представляют собой пару биполярных джетов, испускаемых черной дырой в галактике. Таким образом, команда ученых обнаружила первый пример, в котором внутрикластерное охлаждение газа и струи черных дыр сосуществуют в далекой Вселенной.
Дальнейшие подробности о галактике и джетах могут быть выяснены с помощью наблюдений с более высоким разрешением с помощью средств наблюдения следующего поколения, такие как Square Kilometre Array. Новые исследования и наблюдения планируется начать в конце 2020-х годов. Ученые считают, что черные дыры могут расти только до определенного размера. Но это только теория, и, может быть, эти монстры могут быть еще больше. Черные дыры являются одними из самых таинственных объектов во Вселенной, полностью изучить которые до сих пор так и не удалось. Хотя ученые знают об этих космических монстрах достаточно много, но еще не все. Черные дыры обладают одной из самых больших масс среди одиноких объектов в космосе. Они настолько массивны и обладают такой сильной гравитацией, что даже свет, попавший в черную дыру, не может покинуть ее пределы. Так какую же черную дыру можно считать самой большой и известной во Вселенной? И есть ли вообще предел для размеров черных дыр? То есть, насколько огромными они могут стать? Ответы дает издание Life Science. По словам астрономов, предел размера черных дыр, хоть он и теоретически, все же существует. И самая большая известная черная дыра, массу и размер которой удалось подтвердить, имеет характеристики, которые находятся недалеко от этого предела. Ученые считают, что самой большой черной дырой в известной нам Вселенной является объект под названием Тон-618. Размер Тон-618 составляет в диаметре около 2600 астрономических единиц. Для сравнения, черная дыра Стрелец-А в центре нашей галактики имеет радиус 45 астрономических единиц. Термином «астрономическая единица» принято называть расстояние от Солнца до Земли. Это значит, что если бы эта черная дыра находилась в центре Солнечной системы, и вы уже долетели на космическом корабле до Плутона, то все равно вы преодолеете расстояние только в 5% до края этой черной дыры. Что касается массы сверхмассивной черной дыры, Тон-618, то по оценкам ученых, она составляет примерно 66 миллиардов масс Солнца. Это в 15 313 раз больше, чем масса того же Стрелец-А. Сверхмассивная черная дыра Тон-618, а некоторые ученые называют ее ультрамассивной, потому как многие другие такие черные дыры не настолько тяжелые, находится на расстоянии в более чем 10 миллиардов световых лет от нас. На ночном небе эта черная дыра расположена на границе созвездий Гончие псы и Волосы Вероники. Объект был открыт в 1957 году в рамках исследования тусклых голубых звезд, в основном белых карликов, расположенных вне плоскости Млечного Пути. Понятие квазара оформилось только в 1963 году, поэтому природа объекта на момент его открытия оставалась неясной. На фотокарточках, снятых 70-сантиметровым телескопом Шмидта в обсерватории Тонанцинтлы в Мексике, объект был обозначен под номером 618 и описан как определенно фиолетовый. В 1970 году Институт радиоастрономии в Болонье обнаружил радиоизлучение из Тон-618, после чего объект был идентифицирован как квазар. Мари Эллен Ульрих в обсерватории Макдональд при наблюдении за Тон-618 зафиксировала эмиссионные линии, типичные для квазара. Красное смещение превышало 2,2, то есть Тон-618 был очень удаленным объектом и на тот момент, 1976 год, являлся одним из самых ярких квазаров. Огромная черная дыра Тон-618 является частью квазара, то есть активного ядра галактики. И, собственно, сам квазар и создает эта черная дыра благодаря сверхмощному излучению. Саму галактику, в которой находится Тон-618, увидеть невозможно, потому как ее свет затмевает свет квазара, класса самых ярких объектов во Вселенной, которые могут излучать столько света, сколько бы излучали 140 триллионов Солнц, соединенных воедино. Когда огромная черная дыра поглощает очень много окружающего ее вещества, то оно при попадании в черную дыру сильно нагревается, при этом выделяя огромное количество мощного излучения. Считается, что затмить квазары могут иногда самые сильные взрывы сверхновых, но та яркость сохраняется всего несколько недель, а квазары могут светить миллионы лет. Что самое интересное, то квазары, которые находятся в основном очень далеко от нас, выглядят как тусклые точки видимого света.
Их смогли впервые обнаружить только благодаря радиоизлучению. Итак, сверхмассивные черные дыры, которые являются подпиткой для квазаров, становятся огромными за счет постоянного поглощения вещества. Иногда они могут приобрести свою огромную массу за счет слияния с другими черными дырами. Это значит, что Тон 618, хоть и считается самой большой черной дырой в известном космосе, все же может быть не рекордсменом. Возможно, есть и другие объекты, которые тяжелее и больше. А может быть, вообще черные дыры появляются не только в результате смерти огромных звезд. Некоторые из них, как предполагают теории, могли образоваться в результате сжатия огромных сгустков темной материи еще в самой ранней Вселенной. И эти черные дыры могут иметь просто невообразимые размеры и массу. Ну а теперь давайте более подробно поговорим об уже упомянутой нами сверхмассивной черной дыре в центре нашего Млечного Пути. В 2016 году японские астрофизики сообщили об обнаружении в галактическом центре гигантской черной дыры. Эта черная дыра находится в 200 световых годах от центра Млечного Пути. Наблюдаемый астрономический объект с облаком занимает область пространства диаметром 0,3 светового года, а его масса составляет 100 тысяч масс Солнца. В 2022 году астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» опубликовали первое фото сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре галактики Млечный Путь, Стрелец А со звездочкой. Данное фото является результатом слаженной работы комплекса радиотелескопов и сотен ученых, задействованных в проекте телескопа горизонта событий. Стрелец А со звездочкой находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от нас, и Земли был виден как пончик на Луне. Центр галактики — это плотный и богатый на различные структуры регион. В радиусе 2 парсеков от черной дыры расположены ядерный звездный кластер, то есть кластер, находящийся в ядре галактики, молекулярное кольцо, преимущественно состоящее из холодного молекулярного газа, и мини-спираль, которая на самом деле представляет собой 3 газовых потока, несущих топливо к черной дыре. Гравитация самой черной дыры Стрелец А со звездочкой, а не комбинация гравитации черной дыры и распределенной массы звездного кластера, является доминирующим фактором, который определяет движение объектов внутри области с радиусом 0,3 парсеков вокруг центра галактики. На расстоянии 0,04 парсека или 100 тысяч шварцшильдовских радиусов находится радиус Бонди. Внутри него тепловой энергии газа недостаточно, чтобы преодолеть потенциальный барьер и избежать падения в черную дыру. Этот радиус зависит от температуры газа и массы черной дыры и был оценен с помощью рентгеновских измерений. Поведение и геометрия орбиты звезды С-02 играет ключевую роль в доказательстве того, что Стрелец А со звездочкой — черная дыра. Темная масса, под действием гравитации которой вращается на своей 16-летней орбите звезда С-02, настолько велика и находится в таком маленьком объеме пространства, что источником этой гравитации не может быть ничто, кроме черной дыры. 4 миллиона солнечных масс заключены внутри радиуса перигелия С-02, который составляет всего 120 астрономических единиц. Чтобы представить аккреционный диск, воображение обычно рисует тонкий диск, похожий на картинку из фильма «Интерстеллар», или на кольца Сатурна. Да, они действительно являются аккреционным диском. Однако тонкий диск возникает только тогда, когда у черной дыры достаточно много еды и плотность аккреционного потока вокруг нее высока. Черные дыры, вокруг которых формируются тонкие диски, называются сытыми. В плотных аккреционных потоках вокруг таких черных дыр облака газа трутся друг от друга, благодаря чему они греются и высвечивают свою кинетическую энергию в виде фотонов. Вследствие этого газ охлаждается, формируя тонкий и достаточно холодный диск. Черные дыры, у которых мало еды, называются голодающими. Плотность аккреционного диска вокруг таких дыр невысока, поэтому трение между газовыми облаками недостаточно, чтобы позволить им высветить кинетическую энергию на временных масштабах, сравнимых со временем падения их в черную дыру. Вследствие этого они недостаточно охлаждаются, и диск не становится тонким, а остается толстым и горячим. Мера измерения сытости черной дыры служит сравнению ее светимости, а точнее светимости падающего в нее газа, с эддингтоновской светимостью, максимально возможной светимостью при сферической аккреции.
Существование максимальной эддингтоновской светимости черных дыр связано с тем, что при падении большого количества вещества в дыру от внутренних частей аккреционного потока будет исходить большое количество излучения. Это излучение будет оказывать давление на газ, находящийся снаружи, и препятствовать его падению внутрь. Так, светимость центра нашей галактики примерно в 108 раз меньше эддингтоновской светимости. Из этого мы заключили, что в момент времени, к которому относятся наши наблюдения, в центре нашей галактики находится голодная черная дыра, причем есть указание на то, что в прошлом стрелец А со звездочкой был значительно более активным. О диете галактической черной дыры, количестве и свойствах поглощаемого ею газа и структуре аккреционного потока вокруг нее нам известно в первую очередь из наблюдений телескопа Чандра в рентгеновском диапазоне. Разрешение Чандры составляет около 1 арсеканса. Это соответствует примерно 100 тысячам шварцшильдовских радиусов от центра галактики, что, как указывалось, примерно совпадает с радиусом Бонди. Чтобы изучить рентгеновские фотоны, газ должен быть горячим. Этот горячий газ, как предполагается, формирует горячий аккреционный диск вокруг черной дыры. Однако, так как расширение рентгеновских телескопов невозможно, мы не можем увидеть в рентгеновском диапазоне ни структуры, похожей на диск, ни очевидных признаков вращения газа. То есть, хотя наличие диска считается логически установленным, чтобы его увидеть, нужно отказаться от наблюдений в рентгене как основного источника информации, и придумать что-то новое. Помимо горячего газа, который видит телескоп Чандра, на расстоянии 2 парсеков от черной дыры находится много относительно холодного газа. Мы используем термин «холодный» только в относительном смысле, хотя температура этого газа в 2 раза выше, чем температура Солнца. Все основные структуры, находящиеся на расстоянии 2 парсеков от центра галактики, содержат холодный газ. Этот газ может и должен вносить вклад в аккреционный поток на черную дыру. Чтобы найти этот холодный газ, придется обратиться к измерениям в миллиметровом диапазоне длин волн. Дело в том, что пыль в пространстве между Землей и центром галактики поглощает большую часть электромагнитного излучения с длиной волны меньше размеров частиц пыли, а размер частиц пыли примерно 1 мм. А чтобы получить картинки высокого разрешения, нужно производить измерения на телескопе-интерферометре. И в таких делах ученые решили действовать сообща. Консорциум телескопа горизонта событий был основан в 2015 году. В его состав входят 13 научно-исследовательских учреждений и действующие под их управлением радиотелескопы, объединенные в глобальную обсерваторию. Данные с ALMA и APEX в Чили, ARM в Испании, LMT в Мексике, SPT в Антарктиде, JCMT, SMA и SMT в США и прочих комплексов радиотелескопов обрабатываются специализированными суперкомпьютерами на базе Радиоастрономического института Макса Планка в Германии и обсерватории Хейстек в США. Дебютная порция данных в рамках проекта ENT была зафиксирована в 2017 году. Спустя год-два, отслеживая характеристики черных дыр, предсказанные общей теорией относительности, ученые получили первое в истории изображение черной дыры по вехе объекта в центре галактики Мессье-87. Тем самым астрономы доказали существование горизонта событий, границы образуемой гравитацией сверхплотных космических объектов. С тех пор к консорциуму ENT присоединились еще несколько обсерваторий во французских Альпах, Гренландии и США. И с их помощью ученые произвели дополнительные исследовательские кампании в 2018, 2021 и 2022 годах. С момента открытия компактного радиоисточника «Стрелец А со звездочкой» в центре Млечного Пути в 1974 году ученые предполагали, что данный объект с высокой долей вероятности является сверхмассивной черной дырой. Полученные в рамках проекта ENT данные позволили подтвердить это предположение. На опубликованном астрономами изображении «Стрелец А со звездочкой» представляет собой массивную тень на фоне ярко-желто-оранжевого кольца светящегося газа. Даже свет не может преодолеть сильнейшую гравитацию черной дыры.
По словам профессора теоретической астрономии из Университета Амстердама и сопредседателя научного совета проекта ЕНТ Серы Марков, первые подтвержденные изображения черных дыр невероятно похожи внешне. Однако в действительности повехи и стрелец А со звездочкой представляют собой два совершенно разных по массе объекта, которые существуют в разных типах галактик. Сходство данных объектов объясняется действием общей теории относительности, однако их характеристики во многом зависят от свойств окружающей материи. По оценкам экспертов, стрелец А со звездочкой в 1000 раз меньше и легче черной дыры в центре галактики Мессье-87. Как следствие, газы преодолевают окружность аккреционного диска черной дыры гораздо быстрее. Хотя в обоих случаях скорость газов у горизонта событий примерно соответствует скорости света из-за размеров повехи, газам требуются дни или даже недели, чтобы пройти полный оборот вокруг объекта, а в случае черной дыры в сердце Млечного Пути на это уходят считанные минуты. Яркость свечения и форма аккреционного диска стрельца А со звездочкой изменилась буквально на глазах радиотелескопов, потому что для формирования единого изображения исследователям понадобилось гораздо больше данных и времени. Ученые сравнили процесс сбора данных об этой черной дыре с попытками сфотографировать щенка, который, сломя голову, гоняется за собственным хвостом. Исследователи продолжают изучать различия между сверхмассивными черными дырами повехи и стрелец А со звездочкой. Они смогут использовать новые данные, чтобы проверять современные астрономические и физические теории, а также генерировать модели поведения газов и материи при взаимодействии с различными космическими объектами. И один из таких интересных объектов мы с вами рассмотрим прямо сейчас. Астрономы обнаружили кандидата в убегающую из карликовой галактики RCP-28 сверхмассивную черную дыру. Она, как считают ученые, создала длинный след из молодых звезд и газа, протянувшийся на 200 тысяч световых лет. Статья была опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters. Оказывается, сверхмассивные черные дыры могут покинуть центр родительской галактики разными способами. Например, при взаимодействии трех черных дыр во время слияния галактик или во время слияния двойной системы черных дыр, при котором новообразованная черная дыра может получить толчок. Поиски убегающих сверхмассивных черных дыр важны, но трудоемки, так как в случае активных черных дыр необходимо доказать, что это именно черная дыра, а не ядро галактики, участвовавшей в слиянии. Малоактивные убегающие черные дыры искать труднее, однако их можно обнаружить по гравитационному взаимодействию со звездами или межзвездными облаками газа и пыли. Группа астрономов во главе с Питером Ван Докумом из Ельского университета сообщила о случайном открытии структуры, созданной, как считают ученые, убегающей сверхмассивной черной дырой из карликовой галактики RCP-28. Первоначально она была обнаружена в сентябре 2022 года на снимках космического телескопа Хаббл. Затем структура наблюдалась наземной обсерваторией Кека. Красное смещение RCP-28 составляет 0,964. Свет от нее шел до Земли 7,6 миллиардов лет. Галактика компактна. Эффективный радиус около 3,9 тысяч световых лет. Обладает звездной массой 7 миллиардов масс Солнца и недавно пережила событие слияния с другой галактикой или притока вещества, что привело к вспышке звездообразования около 100 миллионов лет назад. Найденная учеными структура представляет собой линейное образование длиной около 200 тысяч световых лет и демонстрирует признаки наличия молодых звезд и быстрых ударных волн. Предполагается, что оно было создано во время движения сверхмассивной черной дыры с ожидаемой массой 20 миллионов масс Солнца, движущихся со скоростью 1600 км в секунду. При этом движение началось около 39 миллионов лет назад. А что мы знаем о влиянии сверхмассивных черных дыр на ее окрестности? Давайте посмотрим. Активный центр Млечного Пути содержит сверхмассивную черную дыру стрелец А со звездочкой массой более 4 миллионов Солнц. Ее окрестности исключительно разнообразны и неспокойны. Дыру окружает звездное скопление, где активно возникают новые звезды. Вокруг вращаются бурные газопылевые облака и так далее.
Телескопы позволяют рассмотреть здесь и более необычные G-объекты, похожие на короткие вытянутые нити. Предполагается, что это небольшие облака, которые движутся вокруг черной дыры. Один из них, X7, выделяется на общем фоне быстрыми изменениями своей формы. Наблюдения за ним продолжаются лишь около 20 лет, и за это время он стал намного более вытянутым, чем поначалу. Новая работа астрономов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подтвердила, что X7 — облако газа и пыли, которое закручивается вокруг сверхмассивной черной дыры и будет поглощено ей уже в следующем десятилетии. Их статья опубликована в The Astrophysical Journal. Для изучения X7 профессор Марк Моррис и его коллеги использовали данные наблюдений Центра Млечного Пути, которые велись Гавайской обсерваторией Кека, начиная с 2002 года. Они показали, что масса X7 составляет около 50 масс Земли, и он движется вокруг сверхмассивной черной дыры на постоянно возрастающей скорости, которая уже превысила 700 км в секунду. Это позволяет подсчитать, что на полный оборот по орбите X7 требуется около 170 лет. Впрочем, совершить такой круг он, по-видимому, так и не сможет. Под действием мощных приливных сил в окрестностях черной дыры X7 вытягивается и деформируется. Уже сейчас его длина достигла 3000 астрономических единиц, средней дистанции между Землей и Солнцем. Около 2036 года облако подойдет к ней на минимальное расстояние, после чего распадется, а останки упадут в дыру, создав короткую и яркую вспышку. Вместе с тем, происхождение X7 остается неясным. Моррис и его соавторы полагают, что облако могло появиться при слиянии пары звезд из материала их внешних оболочек, который был выброшен в результате этого процесса. В этом случае где-то в глубине X7 должна сохраняться звезда, образовавшаяся при слиянии. А вот еще один пример. Полное наименование нашей следующей героини A2261 BCG, и расположена она на расстоянии около 2,7 миллиарда световых лет. Ее диаметр составляет около 1 миллиона световых лет, до 10 раз больше, чем диаметр Млечного Пути. И у нее есть огромное ядро в 10 тысяч световых лет в поперечнике. Это самое большое из известных науке галактических ядер. Основываясь на массе галактики, которая коррелирует с размером черной дыры, в ее ядре должно быть абсолютное чудовище. Черная дыра в 3-100 миллиардов раз больше массы Солнца, что заведомо делает ее одной из крупнейших черных дыр во Вселенной. Для сравнения, сверхмассивная черная дыра Млечного Пути достигает 4 миллионов солнечных масс. От активной сверхмассивной черной дыры ожидается колоссальный выброс излучения, поскольку она нагревает материал вокруг себя до невероятных температур. Но этого излучения нет. Ядро A2261 BCG заполнено диффузным туманом и ярким звездным светом. Различные инструменты, в том числе рентгеновская обсерватория Чандра, очень большая матрица и космический телескоп Хаббла не смогли обнаружить ни единого намека на черную дыру в центре A2261 BCG. Поэтому команда астрономов во главе с Кайханом Гултекином из Мичиганского университета в Ан-Арборе вернулись в Чандру для ряда более глубоких наблюдений, основанных на гипотезе о том, что сверхмассивная черная дыра улетела куда-то в открытый космос. Это не такая уж дикая идея. Ожидается, что BCG в галактических кластерах со временем сольются с другими галактиками и станут еще больше. Когда это произойдет, сверхмассивные черные дыры в центре этих сливающихся галактик также сольются, медленно сближаясь друг с другом, прежде чем объединиться и превратиться в одну большую черную дыру. Благодаря гравитационно-волновой астрономии мы знаем, что сливающиеся сверхмассивные черные дыры посылают гравитационные волны, колеблющиеся в пространстве времени. Если бы гравитационные волны были сильнее в одном направлении, то гравитационная отдача в теории могла бы отбросить получившуюся при слиянии черную дыру в противоположном направлении. Проблема также заключается в том, что согласно модели слияния сверхмассивных черных дыр, это самое слияние не может произойти вовсе. Причина в том, что с уменьшением их орбиты уменьшается и область пространства, в которую они могут передавать энергию. К
К тому времени, когда черные дыры окажутся на расстоянии 1 парсека друг от друга, около 3,2 световых лет, теоретически эта область пространства уже не будет достаточно большой, чтобы поддерживать дальнейший орбитальный распад. Поэтому они останутся на стабильной двойной орбите в течение миллиардов лет. Это называется проблемой последнего парсека. Астрономы Университета штата Техас и Университета штата Аризона обнаружили быстро растущую черную дыру в чрезвычайно массивной галактике эпохи реионизации в ранней Вселенной. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые провели наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Они выявили сверхмассивную черную дыру в галактике COS 87259, в которой скорость образования новых звезд примерно в 1000 раз больше скорости звездообразования в Млечном Пути. Галактика также содержит межзвездную пыль с массой более миллиарда солнечных масс. Она имеет красное смещение Z равно 6,85, что соответствует времени путешествия света до Земли, равному 12,86 миллиарда лет, и собственному расстоянию 28,5 миллиарда лет. Черная дыра была отнесена к новому типу первичной черной дыры. Она окутана космической пылью, которая поглощает почти весь свет, возникающий в результате аккреции вещества, за исключением излучения в среднем инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Кроме того, черная дыра, являющаяся радиогромким активным галактическим ядром, создает струю плазмы джет, которая движется с релятивистской скоростью, близкой к скорости света. До сих пор было известно только об одной разновидности древних сверхмассивных черных дыр – квазарах. Они почти не закрываются космической пылью, однако они редко встречаются на таком расстоянии, на котором находится COS 87259. Новый тип сверхмассивной черной дыры, который является затененной версией яркого ультрафиолетового квазара, был идентифицирован на относительно небольшом участке неба, который менее чем в 10 раз крупнее полной Луны. Это говорит о том, что потенциально в ранней Вселенной могут находиться тысячи подобных объектов, которые расположены в галактиках с интенсивным звездообразованием и затенены пылью. Сверхмассивные черные дыры того же типа, что и черная дыра COS 87259, обнаруживаются в локальной современной Вселенной. Одним из примеров является система ARP-299, в которой две галактики сталкиваются друг с другом, провоцируя интенсивную вспышку звездообразования и сильное затмение одной из сверхмассивных черных дыр. С 2015 года обсерватории гравитационных волн на Земле обнаруживают слияние черных дыр с массой в несколько десятков солнечных благодаря крошечной ряби в пространстве времени, которую вызывают эти события, отмечает астрофизик Айра Торп. По его словам, слияние сверхмассивных черных дыр будут производить волны гораздо более низких частот, которые можно будет обнаружить с помощью космической обсерватории в миллионы раз больше, чем ее земные аналоги. С этой целью НАСА сотрудничает с Европейским космическим агентством для разработки миссии LISA, космической антенны лазерного интерферометра, запуск которой ожидается в следующем десятилетии. LISA будет включать созвездие из 3 космических кораблей в треугольники, которые будут направлять лазерные лучи вперед и назад на миллионы километров, чтобы точно измерить расстояние между ними. Это позволит обнаруживать проходящие гравитационные волны от слияния черных дыр с массой до нескольких сотен миллионов масс Солнца. Ну а мы продолжим наблюдать за этими открытиями. Это космическое путешествие будет для самых смелых. Впрочем, мы знаем, что все наши зрители именно такие, так что собираемся в путь. Наш маршрут пройдет по самым ужасным местам Вселенной. Вот белый карлик WD-08-16-310, всего в 63 световых годах от Солнца. Он как тлеющий уголь, сверху холодный, а внутри еще теплится жизнь.
Его поверхность обезображена своеобразным металлическим шрамом. Наверное, в свое время вел бурную жизнь. Дальше от нас, в скоплении Девы, расположена карликовая галактика VCC-322 с потрясающим хвостом из газа и ярких звезд. Для нашего путешествия эти объекты очень подходят. Но что страшного может быть в звездном трупе и маленькой галактике? Эти небесные тела – жуткие каннибалы. Белый карлик поживился планетой и своей системой и в результате борьбы получил шрам. Так астрономы назвали повышенную концентрацию металлов после пиршества на одном из его магнитных полюсов. Галактика VCC-322 тоже подпиталась материей жертвы, благодаря чему стала активно зажигать звезды и обзавелась своим удивительным хвостом. Такие космические чудовища загадочные, пугающие, но невероятно привлекательные, способны натворить в космосе очень многое. Отщипывать от звезды кусочки себе на обед, пожирать 3 галактики одновременно, чего еще могут нам продемонстрировать злые монстры Вселенной? Мы знаем, что в нашей звездной системе все планеты спокойно вращаются вокруг Солнца и совсем не заинтересованы в поедании друг друга. Нет никаких изменений в их орбитах или других признаков, которые бы указывали на поползновение к каннибализму. Но вот на заре Солнечной системы все было по-другому. Чтобы познакомиться с первым из каннибалов и больше узнать об этом явлении, нам вообще никуда лететь не придется. Мы с вами живем в таком мире. Наша Земля, возможно, в далеком прошлом прибавила себе весу в безумном столкновении со своей соседкой, протопланетой Тея, размером с Марс. Исследование команды американских геофизиков показало, что когда-то оба небесных тела были близкими родственниками. Они сформировались в одном протопланетном диске. После того, как пара подросла, что-то пошло не так, и Тея столкнулась с Землей. Катастрофа произошла на ранней стадии формирования нашей планеты, когда она сумела набрать примерно 90% нынешней массы. Удар пришелся не по центру, а под углом почти по касательной. Наш мир от удара завибрировал и закрутился как волчок, совершая один оборот за 5 часов, причем с большим наклоном оси вращения. Но выдержал удар. Земля осталась целая, а вот Тея развалилась, заполнив пылающими обломками пространство вокруг себя. Эти куски образовали вокруг нашей планеты потрясающие кольца, как у Сатурна, которые в конечном итоге слиплись в Луну. Как ученым удалось воссоздать столь фантастический сценарий из далекого прошлого? Последние исследования показали, что недра Земли содержат гораздо больше инопланетной материи, чем считалось ранее. Количество подобного вещества может достигать 0,5% массы Земли. Однако внеземные породы в основном скрыты под более поздними пластами, обычными вулканическими и осадочными горными породами. Инопланетную материю среди них можно отличить по свойствам и составу. Например, в ней встречается повышенное содержание таких редких металлов, как вольфрам и гафний. Это подтверждает непомерный аппетит нашего мира в прошлом. Но только ли он способен на такие жестокие поступки в Солнечной системе? Нет, Земля здесь не одинока. Каннибализм, как утверждают ученые, вполне распространенное явление среди планет. Наш Юпитер достиг гигантского размера тоже благодаря своей диете. Какой она была на протяжении миллиардов лет? Тайну приоткрыл зонд Юнона, созданный специально для изучения Юпитера. Узнать что-то о внутренних слоях планеты было очень сложно. Их надежно прикрывают от чужих глаз богатые кристаллами аммиака облака водорода и гелия толщиной в 50 километров. Однако космическому аппарату удалось мельком взглянуть на ядро Юпитера, когда в пелене облаков на мгновение образовалась прореха из-за быстрого вращения газового гиганта. Содержимое его нутра ужаснуло астрономов. Оно было набито остатками непереваренных планет, комет и астероидов. По словам астрономов, Юпитер должно быть сформирован из строительных блоков планет ранней Солнечной системы. Это планете Земали длиной в несколько километров. Такой вывод исследователи сделали на основании состава внутренней атмосферы газового гиганта. Измерения гравитационных приборов Юноны показали, что внутренняя атмосфера планеты состоит не только из водорода и гелия.
но также из тяжелых металлов. Она в 11-30 раз превышает общую массу Земли. Однако гигант не ограничивает свои обеды только планете Земалями. Одним из лучших лакомств для него служат собственные спутники. 4 огромные луны, вращающиеся в наши дни вокруг Юпитера, единственные выжившие из 5 предыдущих поколений. Все остальные спутники, а их могло быть около 20, были съедены Юпитером еще на первой фазе его развития. К такому выводу пришли астрофизики из Колорадо после исследования массы диска из осколков, вращающегося вокруг Юпитера. Оказалось, что куски аналогичного состава образуют 10-15% массы газового гиганта. Однако, как показывают исследования, это слишком много. Лишь 2% объема Юпитера могли составить обломки лун. Астрофизики нашли объяснение данному обстоятельству. Дополнительная масса говорит о том, что ранее из этого диска уже были созданы спутники, которых, однако, нет в наши дни. Газовый гигант съел все свои ранние луны. По мнению авторов теории, в дальнейшем из остатков материала спутники образовались снова. Процесс взаимодействия Юпитера, спутников и колец из обломков очень медленно идет и сейчас. Нечто подобное, вероятно, происходит и возле Сатурна, окруженного лунами последнего поколения. Идея авторов может оказать влияние на всю концепцию формирования Солнечной системы. Для появления планеты с твердой поверхностью требуется как минимум 10 миллионов лет. Процесс происходит по-разному и зависит прежде всего от состава небесных тел. В момент, когда твердая планета, например, Земля, завершает формирование, оставшиеся осколки дисков уже разлетаются по космосу. А вот газовые планеты образуются в разы быстрее, поэтому у них есть время для взаимодействия с соседними протопланетными дисками. Словом, население Солнечной системы когда-то в юности не гнушалось поживиться себе подобными. Но, может, наши планеты особо кровожадны? Давайте полетим дальше и посмотрим. Глубокий космос, конечно, исследовать намного труднее, чем окрестности Земли. Однако астрономы уже обнаружили в других звездных системах планеты, которые не гнушаются каннибализма. К ним относится и газовый гигант ВАСП-76b в созвездии Рыбы на расстоянии 391 светового года от Земли. Это удивительный, хотя и жестокий мир. Мы сделаем остановку, чтобы познакомиться с ним поближе. Мы увидим экзопланету массой немного меньше, чем Юпитер. Ее звезда желто-белый карлик, который массивнее и горячее Солнца, превратила планету в настоящий ад. Расчеты показали, что на ее поверхности от жары испаряются и превращаются в газы любые металлы. И все же нас кое-что наверняка порадует. На ВАСП-76b. Из-за близости к звезде полный оборот по орбите у планеты длится всего 1,8 земных дня, так что праздновать Новый год на ней можно буквально через сутки. Только вместо холодных снежинок, как на Земле, вам на голову будут падать капли расплавленного масла. Смертельные осадки возникают опять же из-за слишком тесной дружбы газового гиганта со звездой. Карлик сильно притягивает планету своей гравитацией. В результате одна ее сторона всегда обращена к звезде, а вторая находится в тени. Температура на дневной стороне экзопланеты поднимается выше 2400 градусов, а на ночной – до 1300. С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что атмосфера ВАСП-76b состоит из плотного слоя облаков, но совсем не таких, как на Земле. Вместо водяного пара облака на экзопланете сотканы из оксида алюминия, железа и магния. Позже астрономы нашли в них еще и ионизированный кальций. Наличие большого количества этого вещества может свидетельствовать о сильных ветрах в атмосфере. Во время ураганов эти пары переносятся на ночную сторону планеты. Там происходит их конденсация и образуются облака из капель железа. В дальнейшем они выпадают на ВАСП-76b в виде железных дождей, то есть со времени обнаружения экзопланеты в 2016 году. Ученым удалось узнать о ней много интересного. Но о каннибализме ее никто до последнего времени не подозревал. Недавно международная группа астрономов во главе со Стефаном Пелетье из Университета Монреаля еще раз исследовала этот раскаленный мир.
В результате удалось идентифицировать в его атмосфере 11 отдельных элементов, и некоторые из них указывают на склонность небесного тела к поглощению других планет. На то, что в прошлом ВАСП-76b безжалостно расправилась с одной из них, в частности, указывает никель, магний и хром. Эти элементы чаще встречаются в химическом составе скалистых миров. ВАСП-76b, скорее всего, когда-то сожрал соседку примерно с таким же соотношением химических элементов, как у Меркурия. Сами планеты в этой космической пищевой цепочке тоже добыча, причем зачастую для своих же звезд. Ученые выяснили, что многие светила, похожие на Солнце, в течение своей жизни поглощают каменистые планеты. На это указывает состав звезд, который нередко ученые называют ДНК небесных тел. Звезды в двойных системах, которые родились одновременно, черпали материал из одного облака из газа и пыли. Они должны иметь аналогичный состав. Если их ДНК отличается, скорее всего, какая-то из звезд каннибал. У некоторых светил, например, встречается аномальное количество железа и некоторых других элементов. Эти вещества характерны для каменистых планет. Значит, в некий отрезок времени такая звезда безжалостно разорвала на куски и поглотила собственную планету, обогатив ее веществом свой состав. Ученые решили выяснить, как часто такое происходит, изучив 91 пару звезд по данным космического телескопа Гайа. В этих двойных системах светила по космическим меркам расположены относительно близко друг к другу, примерно в миллионе астрономических единиц. Результаты показали, что 8% пар или 1 из 12 имеют различный химический состав, то есть какая-то из звезд системы в прошлом пообедала своей планетой. По выводам ученых, звездные каннибалы во Вселенной не редкость. Особым аппетитом среди них выделяются звезды, похожие на Солнце, поскольку треть из них хотя бы один раз поглотила собственную планету. Хорошо, что наше светило, воспетое всеми народами, проявляет редкую заботу и внимание о своем населении. Такие стабильные планеты системы, отмечают астрономы, не являются распространенным явлением в космосе. Скорее, это исключение из правил. И нам очень повезло. Хотя ученые все равно подозревают, что без каннибализма у Солнца тоже не обошлось. Однако это касается не планет нашей системы. В молодости светило совершило еще более ужасный поступок, поживившись собственным братом-близнецом. Это давняя история. 5 миллиардов лет назад Вселенная, наверное, даже не планировала выносить в своем чреве и произвести на свет Солнце. Атомы, из которых сейчас состоит Солнечная система, просто кружили в межзвездном пространстве среди газа и пыли. Со временем частицы сбились в облако, которое стало напоминать пиццу с шариком посередине, будущим Солнцем. На этой стадии оно из скопления вещества превратилось в протозвезду, которая еще не излучает свет. В протозвезде атомы водорода продолжили бомбить друг друга, отчего разогрелись и начали соединяться вместе, образуя гелий. Заодно высвобождалось гигантское количество тепловой и световой энергии. Эта сила запустила термоядерную реакцию, и Солнце зажглось. Звездный младенец, можно сказать, превзошел сам себя. По размерам он был в 20 раз больше, чем сейчас, во взрослом возрасте. Да и трудился он не по-детски, освещая все вокруг в 10 тысяч раз ярче, чем в наше время. Возможно, Солнце выросло до таких размеров не с добра. Еще в чреве Вселенной оно превратилось в ужасного вампира, который высосал хороший кусок пыли и газа из плоти своего близнеца. Но откуда известно, что он был у нашей звезды? Пока это лишь версия ученых, согласно которой такие светила, как наша, чаще всего имеют двойников. Астрономы исследовали целый детский сад молодых звезд в созвездии Персея на расстоянии около 600 световых лет от Земли. Результаты показали, что все подобные Солнцу звезды, вероятно, рождены из облака в форме яйца, в котором находились со своим спутником. Скорее всего, так произошло и с Солнцем. Когда оно взорвалось, то поглотило часть материи более слабого близнеца, а остаток, вероятно, отбросило далеко за пределы нашей системы. Это помогло звезде благополучно вырасти и теперь трудиться по полной, каждую секунду превращая 4 миллиона тонн водорода в гелий.
Оно сияет в небе как 4 триллиона лампочек одновременно. И, похоже, о людоедстве больше не помышляет. Зато другие звезды умудряются заглатывать своих компаньонов не только на стадии формирования, но и во взрослом возрасте. При поиске таких каннибалов астрономы часто обращают внимание на скорость светил. Недавно исследователи провели моделирование развития систем, в которых одна звезда большая, массой от 15 до 17 солнечных, а другая меньшая, в 1-4 солнечных массы. Результаты показали, что во многих случаях у светил в таких системах скорость вращения невероятно высока, и в этом предположительно виновато их темное прошлое. Одна из самых знаменитых в компании звездных спринтеров – Бетельгейзе из созвездия Ориона в 700 световых годах от нас. Удивительный красный гигант время от времени буквально сводит ученых с ума. Он то теряет, то набирает яркость, меняет цвет с желтого на оранжевый, затем на красный. А тут еще ученые заподозрили звезду в настоящем каннибализме. Дело в том, что красный гигант вращается с аномально высокой скоростью и благодаря этому обзавелся великолепным шлейфом. Он тянется в космос на расстояние 30 астрономических единиц. Если бы Бетельгейзе оказалась на месте Солнца, то ее яркий хвост достиг бы Нептуна. По словам ученых, такие звезды даже в свои ранние годы вращаются очень медленно, а в возрасте красного супергиганта скорость должна еще больше снизиться, учитывая солидную массу объекта. Но Бетельгейзе на своем экваторе разгоняется до 5 км в секунду, то есть в 4 раза быстрее Солнца. Физики и астрономы из Государственного университета Луизианы считают, что Бетельгейзе раньше была 2 звездами, вращающимися вокруг друг друга на маленьком расстоянии. Затем большее светило поглотило меньшее, и получилась новая, безумно быстрая звезда. Причем ужасное пиршество было коротким. Звезда расправилась со своей жертвой по астрономическим масштабам практически моментально, за последние несколько сотен тысяч лет. Но вряд ли на этом она успокоится. Скорее продолжит, как некий небесный зомби, пожирать соседние небесные тела. По словам ученых, нейтронные звезды и другие трупы светил не хотят вести себя тихо, как на кладбище. Исследователи считают этих зомби самыми кровожадными в отношении своих планет. Особенно это касается белых карликов, ядер умерших звезд, которые светятся благодаря остаточному тепловому излучению. Используя данные телескопа Хаббл и других обсерваторий, американские астрономы сумели обнаружить необычного белого карлика G238-44. Особенность этого зомби заключается в том, что он активно поглощает каменные и металлические астероиды. Белый карлик также не брезгует каменистыми ледышками, которые отлавливают с помощью гравитации на довольно большом расстоянии от себя. В прошлом G238-44 был звездой, подобной Солнцу. После того, как светило исчерпало запасы водородного горючего, оно начало расширяться и превратилось в красного гиганта. Затем звезда сбросила в окружающее пространство большую часть своей атмосферы, и от нее осталось лишь сжавшееся, постепенно остывающее ядро. Такие процессы дестабилизируют системы белых карликов. В смертельной агонии звезда разрушила все вокруг себя. Теперь она, подобно вампиру, выкачивает и пожирает любой материал, до которой может дотянуться своей гравитацией. Ученые уже наблюдали, как несколько белых карликов обедают обломками планет и астероидом. Однако именно G238-44 продемонстрировал, насколько велики возможности таких звезд в поглощении вещества. Любой химический элемент, тяжелее водорода и гелия, достаточно быстро тонет во внутренностях подобной звезды, оседая ближе к ядру. Если в спектре есть какие-либо отличные от водорода и гелия элементы, значит зомби недавно перекусил чем-то вроде астероида или даже планеты. G238-44 в этом превзошел все ожидания астрономов. После анализа звезда оказалась наполненным разнообразными элементами – азотом, кислородом, магнием, кремнием и железом. Причем последнего вещества в ее составе выявлено аномально много, отчего астрономы называют это небесное тело «железным карликом».
Он наверняка удачно охотился на богатые металлом астероиды или обломки планет, а на десерт предпочитал нечто вроде коктейлей из камней и льда. Неожиданно высокое содержание азота в составе карлика указывает на то, что он прямо сейчас поглощает ледяной объект. Примерно такие ледышки из смеси замороженного метана, аммиака и воды населяют пояс Койпера. По словам ученых, находка говорит о том, что гравитационное влияние белых карликов простирается намного дальше, чем считалось ранее. Они способны поглощать тела, находящиеся на весьма удаленных орбитах. Но в небе есть звездные чудовища и пострашнее. Это редкий тип двойных систем каннибалов со зловещим названием «Черная вдова». В настоящее время в Млечном Пути существует лишь около 20 подобных систем. Обычно они представляют собой пульсар, который пожирает материю своей звезды-компаньона. Рискнем подобраться поближе к такому монстру, чтобы узнать о его страшных тайнах. Уверены, никто из вас не захочет повернуть назад. Мы отправимся на расстояние в 3000 световых лет от Земли, где ученые Массачусетского технологического института обнаружили звездную систему ZTF J1406 плюс 1222. Она оказалась самой плотной из известных. Светила в ней кружат вокруг друг друга по суперкороткой орбите, делая полный оборот всего за 62 минуты. При этом одна из звезд, пульсар, в смертельном поцелуе крепко слился со своей соседкой и высасывает ее материал. По мере того, как вещество накапливается на поверхности пульсара, образуется поток рентгеновских и гамма-лучей, которые еще больше разрушают его компаньонку. В системе также есть третья звезда, но она не рискует приближаться к страшной черной вдове. Светило находится на расстоянии далекой от пары орбите, и год на нем длится безумно долго – 10 тысяч лет. А тем временем черная вдова продолжает устраивать настоящий ад ближнему соседу. Когда его вещество падает на пульсар, она обеспечивает мертвой звезде дополнительный угловой момент. В результате она раскручивается до скорости сотни оборотов в секунду. Такие быстро вращающиеся пульсары называются миллисекундными. Излучение пульсара нагревает обращенную к нему сторону звезды-компаньона и создает существенную разницу в яркости между полушариями планеты. Благодаря этому мы не ошибемся в поисках черной вдовы во время нашего путешествия. Крупная звезда-сосед из-за воздействия пульсара периодически ярко вспыхивает в небе, а затем тускнеет. Когда звезды поедают друг друга или свои планеты, на этом все не заканчивается. Новое, более крупное небесное тело остается жить в своей родной галактике в привычной среде. Но так бывает не всегда. Галактику тоже может сожрать какой-нибудь ближний каннибал. И тогда ее населению придется подвинуться, поделив пространство с новыми соседями. В этом случае планеты и звезды с совершенно разным составом и скоростями смешаются в одно большое космическое рагу. Возможно ли после этого разобраться, какое небесное тело откуда родом? Астрономы научились идентифицировать место рождения объектов с помощью того же космического ДНК, соотношения элементов в их составе. Звезды, состоящие из аналогичного материала, вероятно, родились в одном и том же регионе, а отличные от них возникли в другой галактике и из-за слияния объектов оказались рядом. Это случается не так уж редко. Галактический каннибализм – обычное дело в космосе. Около 25% галактик в наблюдаемой Вселенной сталкиваются друг с другом, и большая, как правило, поглощает меньшую. После этого чаще всего образуется неправильная галактика, хотя может возникнуть и эллиптическая. Несколько примеров подобного процесса, например, в галактиках Водоворот и Мыши, астрономы наблюдали с помощью телескопа Хаббл. В этой компании каннибалов, похоже, все объекты находятся в той или иной фазе поглощения и порой приобретают причудливые формы. Удивительно смотрится в небе группа NGC 4038, которую составляют две галактики-антенны. Пара получила свое название из-за длинных хвостов, закрученных подобно усикам антеннам насекомых.
Газ и пыль, которые образовали эти фантастические завитки, были выброшены из галактик в результате столкновения. И теперь более мощный каннибал активно поглощает меньшего и слабого соседа. А вот NGC 3923 напоминает космическую луковицу с 20 слоями. Она расположена в созвездии Гидра на расстоянии 90 миллионов световых лет от Земли и по размеру примерно вдвое больше Млечного Пути. Предполагается, что странную форму NGC 3923 приобрела после слияния с другой галактикой. Когда два объекта начали соединяться друг с другом, гравитационное поле большего медленно высасывало звезды из диска меньшего. Светила последнего начали постепенно смешиваться с внешним галомассивной галактики, образуя концентрические полосы или оболочки. Этот процесс легко представить, добавив каплю пищевого красителя в молочный коктейль. При смешивании напитка краска начнет медленно растягиваться по спирали и останется видимой в течение некоторого времени, пока полностью не растворится. Так и звезды галактики, луковицы растянулись по спирали между слоями гала. У W2246-0526 несколько другой источник энергии. Это настоящий галактический динозавр, и для знакомства с ним нам придется отправиться на край Вселенной. Его свету потребовалось 12,4 миллиарда лет, чтобы добраться до Земли. Интересно, что своей рекордной яркостью галактика обязана далеко не своим звездам. Центр объекта окутывают облака горячего газа и пыли, активно излучающие в инфракрасном диапазоне. Астрономы называют их горячими пылевыми галактиками. Внутри W2246-0526 и впрямь очень много пыли. Чтобы определить источник ее поступления, ученые провели исследования с помощью радиотелескопов ALMA и VLA космического телескопа Хаббл. Результат шокировал астрономов. Небесный сторожил оказался непревзойденным вампиром. У галактики оказались три небольшие соседки, соединенные с W2246-0526 своеобразными мостами из пыли и газа. По ним вампир постепенно выкачивает материю своих компаньонов. Поедать сразу три себе подобных космических объекта — с таким аномальным примером каннибализма ученые столкнулись впервые. Раскаленное вещество жертв попадает прямо в галактическую топку, нутро сверхмассивной черной дыры в центре W2246-0526. За счет интенсивного питания материи трех галактик черная дыра набрала колоссальную массу, равную около 4 миллиардам солнечных. Это в 1000 раз больше, чем у сверхмассивной черной дыры Стрелец-А со звездочкой нашего Млечного Пути. Далекий монстр ярко светится в различных диапазонах волн. Окружающий галактику пылевой кокон поглощает этот свет и интенсивно переизлучает его в инфракрасном спектре. Астрономы даже называют этот регион галактика-фейерверк. Сияние черной дыры в ней усиливает свет многочисленных сверхновых в спиральных рукавах, и регион выглядит как место проведения некого космического карнавала. Видимо, выкачивать содержимое своих соседок для этого каннибала – настоящий праздник. Наш Млечный Путь, вероятно, в будущем переживет нечто подобное. Причем он, скорее всего, выступит в роли людоеда и жертвы одновременно. Это звучит фантастически, но с помощью ученых мы разберемся, что к чему. Только сначала на минуту вернемся назад, в далекое прошлое, и узнаем, что нашу галактику уже можно назвать каннибалом со стажем. Она давно дебютировала в такой страшной роли, причем вполне удачно. Этому посвящено новое исследование команды ученых Института астрономии общества Макса Планка. Астрономы обнаружили свидетельство существования еще одной галактики-спутника Млечного Пути, которую назвали Понт. С помощью данных космического телескопа Гайя ученые выяснили, что Понт был поглощен нашей галактикой около 8-10 миллиардов лет назад. Примерно в то же время в чреве Млечного Пути бесследно исчезли еще 4 его соседки. А пятое, созвездие Стрелец, столкнулось с Млечным Путем впоследствии 5-6 миллиардов лет. Каннибал еще не переварил этот обед и активно продолжает свое страшное пиршество.
Через 4 миллиарда лет наш мир, возможно, ждет еще один солидный бонус. По одной из версий, Млечный Путь ухитрится высосать водород из Большого и Малого Магелланова облака, а затем полностью их поглотит. Отличная подпитка. Но через 5 миллиардов лет Млечный Путь станет жертвой сам, столкнувшись со спиральной галактикой Андромеда. Сейчас соседка находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от нас, но неумолимо приближается. Этому способствует взаимное притяжение двух галактик и невидимая темная материя, окружающая их. Пугаться, однако, не стоит. Ужасный процесс, как показало компьютерное моделирование, будет происходить крайне медленно. После столкновения Андромеда сумеет переварить Млечный Путь лишь спустя 2 миллиарда лет. И это лишь один из возможных вариантов развития событий. В процесс может вмешаться третий игрок. Как утверждают астрономы, он потенциально существует. Млечный Путь с Андромедой входит в местную группу галактик. Третья по величине в этой компании галактика-треугольник или М-33. Возможно, она тоже станет участником катастрофы, позже слившись с парой Андромеда-Млечный Путь. Также не исключено, что М-33 первой столкнется с нашей галактикой и образуется пара М-33 Млечный Путь, а потом к компании присоединится Андромеда. Однако вероятность такого развития событий ученые считают минимальной. Что случится с нами после ужасного катаклизма? По какому бы сценарию он ни проходил, Солнце, скорее всего, выбросит в новый галактический регион. И все же, по мнению астрономов, опасность разрушения ни нашей звезде, ни планете системы не грозит. Даже при слиянии галактик звезды вряд ли начнут хаотично летать и сталкиваться между собой. Уж слишком далеко одно светило находится в космосе от другого. Чтобы лучше это представить, мы можем уменьшить масштаб. Если бы наше Солнце было шариком для пинг-понга, ближайшей звездой оказалась бы горошина, находящаяся на расстоянии более 1000 километров. Словом, в галактиках места хватает, чтобы избежать звездных ДТП, но плохие вещи все равно могут случиться. Вполне вероятно, что слияние галактик провоцирует активность сверхмассивной черной дыры Стрелеца со звездочкой. Монстр начнет излучать невероятное количество энергии в гамма- и рентгеновском лучах. Вот это может оказаться вредным для планет Млечного Пути. Словом, нашу галактику ожидает яркое, неспокойное и даже порой очень жестокое будущее. Хотя не исключено, что все пройдет намного спокойнее, без излишнего кровопролития. Об этом говорит уникальный опыт некоторых карликовых галактик, которые смогли отбиться от огромных каннибалов. При столкновении эти крошки, подобно пулям, прострелили гигантов насквозь и, как ни в чем не бывало, отправились дальше по своим галактическим делам. Такие объекты отличаются невероятной плотностью, и астрономы назвали их сверхкомпактными карликами. Пример этому астрономы нашли вблизи скопления Девы. Там вращается огромная компания из 1000 самых разнообразных галактик. Недавно исследователи заметили, что у 106 из них внешние слои были разорваны более крупными соседками. Со временем каннибалы полностью высосут звезды и газ из внешних слоев искалеченных галактик. После этого крошечные жертвы станут сверхкомпактными карликами. Тогда все пойдет не по плану каннибалов. Маленькие галактики перестанут бояться больших агрессивных соседок. В случае нападения эти плотные объекты насквозь пробьют противников, избежав поглощения. И казалось бы, эти карликовые галактики после освобождения могут спокойно путешествовать по космосу, по крайней мере, пока не попадут в лапы других, еще более жутких убийц – черных дыр. Агрессивных всеядных хищников, которые наводят ужас на все население Вселенной. Они заглатывают любую материю, что попадется на пути – планеты, звезды, облака и целые галактики, причем не только карликовые. Когда они захватывают своей гравитацией какое-то небесное тело, то растягивают его до состояния спагетти, чтобы легче было переварить обед. Давайте отправимся в загадочный, пугающий мир этих небесных чудовищ и узнаем, какая добыча им по зубам. Черная дыра – огромное количество материи в очень маленькой упаковке. Это как втиснуть звезду в 10 раз больше Солнца внутрь области размером с Нью-Йорк.
Получится массивная, компактная и плотная яма с такой гравитацией, что оттуда не вырваться даже свету. В столь безумной концентрации вещества и кроется неимоверная сила черных дыр. Монстры легко, как орешки, разгрызают на куски и пожирают даже самые огромные звезды. Недавно астрономы наблюдали, как одно из таких чудовищ надолго запаслось пищей в виде неосторожно подлетевшего к нему светила. Все началось с регистрации яркой рентгеновской вспышки, исходящей от галактики 2MASX J02301709 плюс 283-6050 в 500 миллионах световых лет от Млечного Пути. С помощью телескопа Swift исследователи наблюдали, как источник излучения ярко светится в рентгеновском диапазоне в течение 70 дней, и каждые 25 дней этот процесс повторяется. Проанализировав имеющиеся данные, ученые пришли к выводу, что источником вспышек является черная дыра массой примерно в 200 тысяч раз выше солнечной. Вокруг гигантского объекта по эллиптической орбите движется звезда, похожая на Солнце. Каждый раз, когда жертва максимально приближается к каннибалу, черная дыра откусывает от нее кусок материи. По меркам хищника его добыча, наверное, совсем небольшая, но с нашей точки зрения она невероятно огромна. Масса каждого куска, который отрывает от звезды дыра, эквивалентен 3 Землям вместе взятым. Для несчастного светила это настоящая пытка, которая будет длиться очень долго. Это первый случай, когда ученым удалось увидеть процесс частичного поглощения звезды. Раньше они фиксировали лишь черные дыры, которые довольно быстро полностью проглатывали незадачливые светила. И таких примеров уже известно много. Причем, как оказалось, черные дыры свою охоту звездами не ограничивают. По возможности они расставляют гравитационные капканы и на добычу покрупнее. Вот как одному из монстров удалось захватить целую галактику. Недавно астрономы впервые детально изучили спектр чрезвычайно яркого объекта GN-Z11. С помощью данных космического телескопа Джеймс Уэбб ученым удалось подтвердить, что в его центре находится сверхмассивная черная дыра, пока что древнейшая из всех известных. Она родилась всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Эта черная дыра оказалась аномально прожорлива, и ей нужно было очень много пищи, чтобы вырасти до таких размеров. Самые ранние галактики считаются чрезвычайно богатыми газом. Скорее всего, одна или несколько из них стали идеальной питательной средой для сверхмассивной черной дыры GN-Z11. А теперь прожорливый монстр уничтожает собственный мир. Впрочем, тем самым он обрекает на гибель и себя самого. Галактика, где обосновалась дыра, очень компактная, она примерно в 100 раз меньше Млечного Пути. Аномально активное ядро, которое поддерживает черная дыра, вероятно, тормозит ее развитие. Слишком много материи поглощается монстром, проникшим в ее сердце. Бурная деятельность черной дыры поднимает в галактике настоящие ураганы, которые выносят газ из GN-Z11. В таких условиях звездообразование может остановиться, и тогда галактика умрет. А вместе с ней, лишившись источника питания, навсегда заглохнет черная дыра. Пока же встряски, которые каннибал вызывает внутри GN-Z11, астрономы считают одними из самых мощных событий во Вселенной. Однако, если черная дыра проглатывает себе подобную, происходит нечто более грандиозное. Ученые узнают о подобных катастрофах благодаря гигантским гравитационным волнам, которые возникают в космосе после столкновений черных дыр. Обсерватории Лиго, Вирго и Кагра позволяют ученым исследовать эти возмущения, получая сведения об орбитах монстров перед катастрофой и причинах их столкновений. Итоги исследований гравитационных волн поразили ученых огромным количеством слияний черных дыр звездной величины. Они рождаются в огне сверхновых и во время этого процесса выбрасывают из своих систем все ближайшие объекты. Ситуация, при которой две такие сингулярности могут вступить в гравитационное взаимодействие, не является обычным событием для Вселенной. Но внутри звездных скоплений, где, как считается, рождается большинство черных дыр, все иначе.
Астрономы говорят, что взаимное поедание черных дыр там не редкость. Именно в такой среде происходит большинство слияний, которые улавливают детекторы гравитационных волн. Сближению черных дыр способствуют два фактора. Первый называется массовой сегрегацией. Он заключается в том, что большие объекты имеют тенденцию тонуть внутри скоплений, в результате чего массивные остатки сверхновых группируются в их центре. Второй фактор – динамическое взаимодействие. Связан с тем, что в скоплении все объекты влияют друг на друга. И если две черные дыры сближаются, то гравитационные поля окружающих звезд тоже начинают подталкивать их друг к другу. Ученые выяснили, что пары перед столкновением выходят на орбиты, далекие от круговых. Обычно такие дыры движутся по достаточно эксцентричному пути, раскачиваясь и вибрируя. Астрономы сравнивают это с танцем, поскольку монстры порой виртуозно проделывают очень сложные движения вокруг партнеров. В одном скоплении могут одновременно вальсировать сразу несколько пар таких сингулярностей, активно взаимодействуя друг с другом. С одной стороны, они устраивают в небе увлекательное шоу, но с другой организуют чрезвычайно сложный процесс. Впрочем, напомним, что все это касается черных дыр звездной величины. А что насчет немыслимых колоссов, сверхмассивных черных дыр, которые заседают в центрах галактик? Эти чудовища тоже не прочь поживиться подобным себе объектом, причем не так уж редко. Такую идею высказала команда астрономов из США. Впрочем, пока среди самых огромных черных дыр ни один акт каннибализма напрямую не зафиксирован. Однако на них указывают многочисленные модели ученых. Для подкрепления своих выводов исследователи проанализировали сверхмассивную двойную черную дыру в эллиптической галактике B2-0402 плюс 379. Расстояние между ее компонентами является наименьшим из известных, всего 24 световых года. По оценкам команды, масса двойной черной дыры в 28 миллионов раз превышает солнечную. Это делает пару самым тяжелым объектом подобного типа из известных астрономам. Понимание того, как сформировалась система, в дальнейшем поможет ученым предсказать, съест ли более сильный объект слабого соперника. Пока астрономам известно, что после галактического слияния сверхмассивные черные дыры не сталкиваются в лоб. Вместо этого они начинают кружить одна вокруг другой, постепенно теряя энергию. Их тандем становится все теснее, пока гравитация более сильного объекта не поймает в капкан своего соперника и постепенно его не поглотит. Пара B2-0402 плюс 379 во время этого процесса, похоже, выбросила прочь почти всю материю своего окружения, оставив ядро галактики без звезд и газа. Это помогло обеим дырам замедлиться, что в свою очередь постепенно все больше их сближает. Судьба ужасной парочки пока точно неизвестна. Вполне возможно, черные дыры сожгут друг друга только после какой-то катастрофы. Например, к этому монстров может подтолкнуть слияние их эллиптической галактики с какой-то другой. Галактики, теперь еще и черные дыры, включая сверхмассивные. Наше небо, похоже, кишит такими гигантскими каннибалами, что невозможно даже вообразить. Мы можем только по уменьшенным в триллионы раз анимациям представить, как они рвут на части, проглатывают и высасывают соки из себе подобных. Кажется, в свете нет ничего грандиознее этого. Но физики Копенгагенского университета в Нидерландах заподозрили в каннибализме саму Вселенную. Их гипотеза основана на теории мультивселенной. Мы уже не раз разбирали ее с вами, но давайте кратко повторим. Идея основана на том, что наше мироздание не единственное. Представьте морскую пену, где каждый пузырек – отдельная вселенная, а наша – лишь один из них. Таких миров может оказаться бесконечное множество, причем полностью обособленных друг от друга. В каждом из них будут действовать собственные законы физики, а пространство наполнит планеты, звезды, галактики, черные дыры. Наверное, все эти миры расширяются, причем с ускорением. По крайней мере, наша Вселенная именно такая.
Приятно считать, что мироздание как шар, который надувает и постоянно увеличивает гипотетическая темная энергия. Предположительно, она составляет от 65 до 70% всей Вселенной, но в реальности ее обнаружить не удалось. Так что пока может быть и другое объяснение расширению всего сущего, без участия темной энергии. По мнению голландских ученых, наше мироздание регулярно сталкивается с новорожденными реальностями, а затем их проглатывает. Именно такая подпитка позволяет Вселенной постоянно расширяться, наращивая скорость. Подобные выводы ученые сделали на основе своей математической модели. Оказалось, что их теория лучше соответствует наблюдаемой астрономами картине, чем объяснение с темной энергией. Согласно исследованию, процесс слияния, который увеличивает объем нашего мира, может восприниматься современными научными инструментами как расширение. Кроме того, по мнению физиков, подобная версия отлично объясняет проблему космической инфляции. Считается, что загадочное сверхбыстрое расширение в первые моменты существования Вселенной вызвало некое гипотетическое поле – инфлятон. Но голландские исследователи предполагают, что процесс спровоцирован актом каннибализма. И жертвой тогда стала наша собственная Вселенная, которая только родилась после Большого взрыва. Ее поглотил более мощный мир, находившийся неподалеку. После этого образовалась новая Вселенная, та, в которой мы живем. Она продолжает сталкиваться с детскими мирами и проглатывать их, каждый раз получая дополнительный импульс энергии. История с мультивселенной, населенной каннибалами, кажется фантастической. Но за ней стоят сложные математические расчеты и ряд солидных физических теорий. Идея мультивселенной считается перспективной с точки зрения квантовой механики, а также теории струн. Каннибализм внутри нее многие физики также считают возможным вариантом. В целом, в научном мире теория ученых из Нидерландов считается достаточно цельной. Но в ней есть достаточно пробелов. Например, авторы гипотезы не предлагают детального описания ужасных обедов вселенных каннибалов. В связи с этим трудно судить, мог бы такой сценарий объяснить инфляцию ранней Вселенной и ее быстрое расширение сейчас. Подтвердить все могут лишь дальнейшие наблюдения. В настоящее время проводится много экспериментов по изучению свойств микроволнового фона, остаточного излучения после Большого взрыва. Не исключено, что их результаты могут определить реальность существования мультивселенной. Ну и дадут какие-то подсказки о нравах бесконечного множества ее миров. Пожирают ли они друг друга или они мирно сосуществуют по соседству весь отведенный им срок? Сейчас трудно поставить на какой-то из этих вариантов, но предположим, что в будущем исследования окончательно подтвердят склонность к людоедству Земли, Солнца, Млечного Пути и даже всей Вселенной. Как мы это воспримем? Придем в ужас от того, насколько злым и кровавым оказался мир? Спешить с этим не стоит. Лучше просто выйти на улицу и полюбоваться ласковым светом солнца, а ночью — великолепным сиянием звезд. Как бы ни было устроено наше бытие, оно прекрасно. Да и космические каннибалы, в принципе, не так уж страшны. Они меняют конфигурацию небесных тел, обновляют природу, рождают новые сущности. Возможно, именно благодаря таким людоедам Вселенная живет и расширяется, а галактики, поглощая соседок, получают нужный им импульс. После этого они начинают активно зажигать звезды, которые формируют вокруг себя новые планеты. Эти грандиозные события, конечно, немного пугают, но и привлекают своей загадочной силой. Так что выдохнем и скоро отправимся в очередное космическое путешествие. И как-нибудь через время, возможно, вновь попадем в компанию неких очаровательных небесных каннибалов. С ним, согласитесь, наверняка не придется скучать.